Здравствуйте. Один звонок. Одно решение. Одна ночь, которая изменила все. Если вы готовы услышать историю о мужестве, границах и цене спокойствия, тогда наш рассказ для вас. Прежде чем мы начнем, мне очень интересно, из какой вы страны, дорогие слушатели? Напишите в комментариях, откуда вы нас слушаете. А теперь устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Маша проснулась от того, что в соседней комнате кто-то осторожно открывал ящики. Этот звук, приглушенный, крадущийся, словно шуршание мыши за плинтусом, все равно просочился сквозь пелену сна и заставил ее сердце сжаться. Она лежала неподвижно, уткнувшись лицом в подушку. Каждый нерв напряжен, как струна, вслушиваясь в тишину, теперь нарушенную этим навязчивым, методичным скрипом. Комната была залита бледным утренним светом. Пылинки танцевали в его лучах. Муж Вадим уже ушел на работу. Его ритм был неумолим, как ход швейцарских часов. Подъем в 6, завтрак в 6:30, выход без 5:07. Значит, в квартире, погруженной в утреннюю дремоту, сейчас только она и свекровь Лариса Ивановна. Маша отбросила одеяло, и холодный воздух коснулся ее кожи. Накинув на плечи шелковый халат, она бесшумно скользнула босыми ногами по прохладному паркету в коридор. Полоска света, тонкая как лезвие, падала из-под приоткрытой двери ее кабинета. Она подошла ближе и замерла на пороге, став свидетельницей немой сцены, от которой кровь похолодела в жилах. Свекровь, высокая и костлявая в своем бархатном халате, стояла, склонившись над ее письменным столом. В ее руках с длинными жадными пальцами была распахнута толстая синяя папка. Она листала бумаги, ее взгляд, острый и внимательный, выхватывал строчки, скользил по цифрам. Утренний свет холодным пятном ложился на ее седые, туго уложенные волосы. «Доброе утро», — сказала Маша. Ее голос прозвучал тихо, но в гробовой тишине кабинета он ударил как выстрел. Лариса Ивановна вздрогнула, резко обернулась. На ее лице, обычно подчеркнуто спокойным, мелькнула неподдельная животная паника. Но это длилось лишь мгновение. Почти мгновенно черты ее лица обрели привычную матовую гладкость, а губы сложились в сладковатую, натянутую улыбку. «Ой, Машенька, напугала ты меня!» Свекровь с наигранной слабостью прижала руку к груди, где под халатом билось, должно быть, теперь встревоженное сердце. «Я тут ручку искала, думала, у тебя в столе есть запасная». Маша, молча, не спуская с нее взгляда, прошла к столу. Воздух между ними стал густым и упругим. Она протянула руку и взяла папку прямо из ослабевших пальцев Ларисы Ивановны. Это была папка с документами. Договоры купли-продажи на квартиру, страховые полисы, банковские выписки. Та самая папка, что всегда покоилась в глубине нижнего ящика. В ящике, который Маша запирала на маленький, но надежный ключ. «Ручки вон там, на полке». Маша холодным взглядом кивнула на стеллаж у окна, где в стакане аккуратным строем стояли канцелярские принадлежности. Спасибо, родная», — бросила Лариса Ивановна и, не глядя на невестку, быстро, почти по-воробьиному, выпорхнула из кабинета. Маша положила папку обратно в ящик, на ее законное место. Глухой щелчок замка прозвучал как точка в этом неприятном утреннем диалоге. Ключ, холодный и маленький, она спрятала в карман халата. Постояла несколько мгновений, глядя на гладкую деревянную поверхность стола, за которой только что разворачивалось молчаливое вторжение. Потом медленно вышла. На кухне царила уже иная реальность. Пахло овсяной кашей, звенела посуда. Лариса Ивановна, словно ничего и не произошло, хлопотала у плиты, помешивая что-то в кастрюле. Увидев Машу, она заулыбалась с преувеличенной сердечностью. «Машенька, садись, милая, я каши наварила. Очень полезно с утра, для желудка». «Не хочу», — коротко бросила Маша. Она налила себе стакан холодной воды из фильтра и сделала несколько глотков, стараясь смочить внезапно пересохшее горло. «Мне на работу скоро». «Как же без завтрака-то?» Свекровь с притворной грустью покачала головой. Ее взгляд сканирующе скользнул по фигуре невестки. Совсем худая стала. Кожа до кости, вся в напряжении. Маша не удостоила это замечание ответом. Она развернулась и вернулась в спальню. Одевалась быстро, на автомате. Темные джинсы, свежая белая рубашка, мягкий серый кардиган. Собрала длинные русые волосы в небрежный пучок, обнажив шею.
В зеркале на нее смотрело обычное лицо 30-летней женщины. Зеленые глаза, прямой нос, губы, поджатые в тонкую линию. Ничего особенного, кроме тени усталой тревоги в глубине взгляда. Лариса Ивановна приехала ровно 8 дней назад, объявив по телефону, что ей срочно потребовалось оформить какие-то документы в Москве, а в их родной Туле с этим якобы были непреодолимые проблемы. Вадим, ее обожаемый сын, искренне обрадовался, расцеловал мать в щеки и сразу, не спрашивая мнения Маши, отвел ей лучшую гостевую комнату. Маша, молча, сжав зубы, постелила свежее белье и приготовила ужин на троих. Первые дни свекровь вела себя сдержанно. Исчезала с утра, гуляла по городу, посещала инстанции и возвращалась к вечеру. Но вскоре тишина сменилась наступлением. Начались расспросы, вкратчивые и дотошные. Где именно работает Маша, какую именно должность занимает, сколько точно зарабатывает и, главное, на что тратит эти деньги. Маша отвечала односложно, уклончиво, как отбивалась от назойливых насекомых. Позавчера вечером, за чаем, Лариса Ивановна, разломив печенье, спросила с невинным видом: «А вот эту квартирушку вашу, сколько она сейчас может стоить?» «Не знаю точно», — ответила Маша, глядя на золотистую крошку на скатерти. «Рынок постоянно меняется». «Ну, хотя бы примерно», — не отступала свекровь, и её голос приобрел металлический оттенок. «Чтоб представлять. 12-13, наверное», — пожала плечами Маша. Лариса Ивановна присвистнула. Её глаза округлились с явным расчётом. «Ничего себе! А ипотека есть? Большая поди». «Нет». Маша встала и подошла к раковине с тарелками, повернувшись к свекрови спиной. «Квартиру я купила до свадьбы, на свои деньги». «На свои?» Голос Ларисы Ивановны взметнулся вверх. Она приподняла тонкие выщипанные брови. «Откуда у тебя, милая, такие деньги были?» «Работала. «Копила». Маша вытерла руки кухонным полотенцем, движения её были резкими. Плюс родители помогли. А Вадим? Тогда где жил? Свекровь произнесла имя сына с особой материнской нежностью. Снимал квартиру, — ответила Маша. Лариса Ивановна задумалась. Её взгляд стал отрешённым, будто она производила в уме сложные вычисления. Потом медленно кивнула. «Понятно. Значит, это ты его к себе въехать пригласила». «Мы поженились». Маша повернулась к ней, и её голос впервые за вечер зазвучал твёрдо. «Естественно, мы стали жить вместе». Ну да, конечно. Лицо Ларисы Ивановны расплылось в улыбке, но глаза остались холодными и колючими, а сама улыбка была какой-то неприятной, кривой. «Конечно». С тех пор свекровь начала рассматривать квартиру с новым хищным интересом. Она оценивающе щупала взглядом мебель, изучала бытовую технику, тыкала пальцем в вазы или светильники и снова допытывалась. «А это дорогое? А это сколько?» Маша либо отделывалась ничего не значащими фразами, либо просто делала вид, что не слышит. Вчера вечером, когда Маша пыталась сосредоточиться на работе за компьютером, Лариса Ивановна снова возникла в дверях кабинета. Она не говорила ни слова, просто стояла и медленно по полочкам разглядывала комнату. Книги, папки, сам стол, за которым сидела невестка. Маша чувствовала её тяжёлый изучающий взгляд у себя на затылке. Ощущала, как по коже ползут мурашки, но не оборачивалась, сохраняя видимость полного погружения в монитор. Наконец, свекровь, не сказав ни слова, удалилась. А сегодня утром Маша застала её за ворохом своих личных документов. Это был уже перебор. На работе Маша, как всегда, погрузилась в дела с головой, пытаясь найти спасение в привычном хаосе. Она работала маркетологом в крупной IT-компании, и её мир сегодня состоял из бесконечных созвонов, где голоса сливались в монотонный гул, сложных презентаций, требующих визуального совершенства, и отчётов, в которых каждая цифра должна была быть безупречной. За стеклянной стеной её кабинета кипела жизнь офиса, но здесь, за столом, царила концентрация, которую она сама и создавала вокруг себя, как защитный кокон. В обеденный перерыв в этот кокон мягко постучалась реальность в лице коллеги Ирины. Та, весёлая и энергичная, заглянула в кабинет, озарив его своей улыбкой. «Маш, пойдём кофе попьём? Или ты опять забаррикадировалась за отчётами?» «Пойдём». Маша отложила планшет и встала, чувствуя, как затекли плечи. Она взяла с полки свою любимую керамическую кружку, подарок коллег,
И они вышли в коридор. Они спустились в просторную столовую, пахнущую свежей выпечкой и кофе. Налили себе по чашке ароматного американо и устроились за столиком у огромного окна, за которым медленно плыли облака над московскими крышами. «Ты чего сегодня хмурая, как осенний день?» Ирина отхлебнула кофе, внимательно разглядывая подругу. «Проблемы?» Свекровь приехала. Маша вздохнула, и этот вздох был красноречивее любых слов. «Надолго?» — уточнила Ирина. «Говорила, что дней на 10, но уже больше недели живет. Маша провела пальцем по краю теплой кружки. «И как, терпимо?» Ирина наклонилась ближе. Маша помолчала, подбирая слова, глядя, как в черной жидкости кофе отражается потолок. Потом тихо, но четко сказала. «Она роется в моих вещах». «В смысле?» Ирина нахмурилась, ее брови поползли вверх. Сегодня утром застала ее в своем кабинете. Она смотрела мои документы, финансовые бумаги. Голос Маши был ровным, но в нем слышалась сталь. «Ничего себе наглость!» Ирина присвистнула тихо. «А зачем ей это интересно?» «Не знаю», — Маша пожала плечами. Но в этом жесте была не неуверенность, а скорее раздражение. Но мне это категорически не нравится. «Ты Вадиму сказала?» — спросила Ирина, уже зная вероятный ответ. «Он будет ее защищать. Всегда защищает. Находит оправдание, говорит, что она просто заботливая, что я все неправильно понимаю». В голосе Маши прозвучала давно накопившаяся горечь. Ирина, понимающе кивнула. Ее лицо стало серьезным. «Знаю я таких маменьких сынков. У меня муж такой же был. Слава богу, теперь бывший. Прямо как под копирку». «Ты развелась из-за свекрови?» Маша посмотрела на подругу с новым острым интересом. «Не только из-за нее. Ирина пожала плечами, отводя взгляд в окно. Но она стала той самой последней каплей. Помню, приехала к нам на 3 дня, а осталась на 2 месяца. Всё критиковала. Как я суп варю, как пол мою, как одеваюсь. Во всё лезла, учила жизни. А мой тогдашний только кивал и соглашался с ней. Я ему говорю: «Твоя мать меня не уважает». А он в ответ: «Ты преувеличиваешь, она просто о нас заботится. Ты не понимаешь ее доброты». Она сделала глоток кофе, прежде чем продолжить. В итоге я просто поняла, что так жить нельзя. У меня одна жизнь, и я не хочу проводить ее в роли вечно виноватой невестки, которую постоянно оценивают и поучают. «И как ты решилась?» Маша задала вопрос, который мучил ее неосознанно весь этот бесконечный день. «А что тут решаться-то?» Ирина горько усмехнулась. «Когда терпеть больше невозможно, решение приходит само. Однажды я просто проснулась утром и поняла: всё, хватит. Больше ни одного дня». Собрала вещи в чемодан, пока он был на работе, съехала к подруге, а потом подала на развод. Он, конечно, удивился, думал, я вечно буду молча терпеть, улыбаться и кивать. Она посмотрела прямо на Машу. А потом был тяжелый год. Год привыкания жить одной, без него. Но знаешь что? Теперь никто не лезет в мою жизнь, не критикует каждый мой шаг, не учит как надо. Свобода, Маш. Это дорогого стоит. Очень. Маша молча допила свой кофе, который уже успел остыть. Горьковатый вкус идеально соответствовал ее внутреннему состоянию. «Ты о чем то думаешь?» Ирина посмотрела на нее внимательно, почти по-матерински. «Нет, просто...» Маша замолчала, подбирая слова, которых не было. «Просто устала». «Понимаю», — Ирина кивнула. «Слушай, если совсем не вмоготу станет, звони в любое время. Поговорим, отвлечешься хоть немного». «Спасибо». Маша улыбнулась слабой, но искренней улыбкой. Они вернулись на рабочие места. Маша села за компьютер, уставилась на экран, но сосредоточиться была не в силах. Мысли, как разбуженный рой пчел, кружились вокруг одного — разговор с Ириной. Когда терпеть больше невозможно, решение приходит само. Значит ли это, что она приближается к той самой черте? Что ей пора принимать какое-то решение? Руки сами потянулись к клавиатуре. Она открыла новую вкладку браузера и, почти не осознавая своих действий, набрала в поисковой строке «Как понять, что пора разводиться?». Прочитала несколько статей, одну за другой. Везде писали примерно одно и то же.
как будто сговариваясь. Отсутствие взаимного уважения, нежелание партнера защищать тебя перед родственниками, приоритет мнения родителей над чувствами и комфортом супруга. Маша закрыла вкладку с чувством, похожим на тошноту, и попыталась вернуться к работе. Но в голове, как навязчивый мотив, засела единственная мысль. А что, если это действительно конец? Что, если я не хочу и не могу больше это терпеть? К концу дня, когда силы были уже на исходе, на ее рабочую почту пришло письмо. Ярким пятном в череде унылых уведомлений светилась тема по проекту «Горизонт». Проект, над которым Маша работала без выходных последние 2 месяца, на который потратила столько нервов и сил, был официально одобрен заказчиком. Это означало солидную премию, повышение личных рейтингов компании и гарантированную благодарность от руководства. Маша прочитала письмо, и на ее лице впервые за этот день появилась настоящая широкая улыбка. «Хоть что-то по-настоящему хорошее», — подумала она с облегчением. Она тут же написала вежливый и профессиональный ответ, поблагодарила за доверие и пообещала продолжать работать с тем же энтузиазмом. Ближе к вечеру, когда офис начал потихоньку пустеть, в ее кабинет зашел Игорь Петрович, ее начальник. Он был строгим, но справедливым человеком. «Маша, поздравляю с победой!» Он улыбнулся, его глаза сощурились. «Отличная работа, блестящий результат». «Спасибо, Игорь Петрович». Маша кивнула, чувствуя прилив профессиональной гордости, которая на время затмила личные тревоги. «Знаешь, я давно за тобой наблюдаю». Начальник присел на край ее стола, приняв более доверительную позу. «Ты одна из лучших сотрудников в отделе. Очень ответственная, целеустремленная и, что важно, креативная. Не просто исполнитель, а мыслитель». Он помолчал, давая ей понять важность следующей фразы. «Я думаю предложить тебе должность руководителя отдела маркетинга. Что скажешь?» Маша удивленно подняла глаза от монитора, не веря своим ушам. «Серьезно?» «Абсолютно серьезно. Игорь Петрович кивнул. «Нынешний руководитель уходит через месяц, и я хочу, чтобы его место заняла именно ты. Зарплата, соответственно, вырастет на 40%. Появятся новые возможности, новые вызовы. Подумай, Маша. Это твой шанс». «Я согласна», — сказала Маша, не дав себе ни секунды на раздумье. Слова ворвались сами, подхваченные внезапной волной решимости. Она посмотрела прямо в глаза Игорю Петровичу. «Спасибо вам за доверие». «Отлично», — начальник удовлетворенно кивнул и поднялся с края стола. «Тогда через 2 недели начнем процесс передачи дел. Молодец, Маша, так держать». Он вышел из кабинета, оставив ее в наступившей тишине. Маша осталась сидеть в своем кресле, неподвижная, уставившись в потемневший экран монитора. Повышение, значительный рост зарплаты, новые перспективы и реальная власть. Все, о чем она мечтала последние 2 года, к чему шла через бессонные ночи и выгорание, сбывалось с оглушительной, почти нереальной быстротой. И тут же, как ледяной душ, накатила другая мысль. А дома ее ждала свекровь, которая бесцеремонно рылась в ее вещах, и муж, который раз за разом демонстрировал неспособность или нежелание ее защитить. 2 параллельные реальности, которые больше не хотели уживаться друг с другом. Она резко закрыла ноутбук, собрав вещи с непривычной поспешностью, и вышла из офиса, где воздух еще звенел от ее успеха. По дороге домой, в душном вагоне метро, она думала о том, что жизнь — странная и непредсказуемая штука. В работе, в карьере, в интеллектуальном поле все складывалось идеально, будто по чертежу. А в личной жизни, в том, что должно быть тихой гаванью, ощутимый горький провал. Или не провал? Может, это не дыра на месте фундамента, а знак, яркий, неумолимый сигнал, что пора что-то кардинально менять, пока одна реальность не разрушила другую. Она зашла в супермаркет у метро, на автомате набрав корзину продуктов. Хлеб, молоко, пакет с овощами, куриное филе. Стоя в длинной очереди на кассе, наблюдая, как кассирша медленно проводит сканером над кодом каждой банки, она вдруг поймала себя на крамольной мысли. А что, если не возвращаться домой? Просто развернуться, уехать в центр, снять номер в хорошей гостинице, принять долгую ванну и провести ночь в полной блаженной тишине. Без оценивающих взглядов свекрови,
без ее язвительных замечаний, приправленных сладкой улыбкой. Но нет. Это было бы бегством, трусостью. Она не из тех, кто убегает от проблем, предпочитая прятать голову в песок. Она привыкла смотреть им в лицо. Маша расплатилась, вышла на прохладный вечерний воздух, села в метро и доехала до своей станции. Поднявшись на улицу, она не спеша пошла по знакомому маршруту, глядя на ярко освещенные витрины бутиков, на спешащих куда-то прохожих с озабоченными лицами, на поток машин, чьи фары вырисовывали в сумерках причудливые траектории. У каждого из этих людей была своя собственная, сложная и многослойная жизнь, свои горести и радости, свои невысказанные тревоги. Маша была всего лишь одной из миллионов, крошечной частичкой в этом гигантском муравейнике. И это осознание почему-то действовало на нее умиротворяюще, принося странное утешение. Вот и ее дом. Она остановилась у подъезда, запрокинула голову и посмотрела вверх, на окна своей квартиры на 5-м этаже. Они светились желтоватым домашним светом. Там ждала ее свекровь. Там была ее жизнь, та самая, которая с каждым днем все меньше и меньше ее устраивала, становясь тесной и неудобной, как любимое когда-то платье, из которого вдруг выросла. Маша глубоко, полной грудью вдохнула прохладный воздух, словно набираясь сил, и резко выдохнула. Потом решительно открыла тяжелую дверь подъезда и вошла внутрь. В квартире пахло жареным луком и еще чем-то жирным и сытным. Лариса Ивановна готовила ужин. Маша молча разулась, повесила куртку в шкаф. «А, пришла!» Свекровь выглянула из кухни, вытирая руки о фартук. Ее голос прозвучал бодро. «Иди, ужинать будем. Я борщ сварила, котлеты пожарила твои любимые, с говядиной». «Спасибо, сейчас», — безразлично бросила Маша. Она прошла в спальню, с облегчением сняла строгий офисный костюм и переоделась в мягкие старые домашние брюки и просторную футболку. Умылась и, вытирая лицо, внимательно посмотрела на свое отражение в зеркале. Лицо казалось серым от усталости. Под глазами залегли темные, четкие тени. «Когда я последний раз высыпалась по-настоящему?» — подумала она. «Неделю назад? 2?» Время сливалось в однородную массу обязанностей и напряжения. Она вернулась на кухню и села за стол, накрытый к ужину. Лариса Ивановна уже накладывала в тарелки густой наваристый борщ, ставила на стол сковороду с румяными котлетами, тарелку с салатом из свежих овощей. «Где Вадим?» — спросила Маша, оглядывая пустующую половину стола. «Задерживается». Свекровь усаживалась напротив с видом полной хозяйки положения. Звонил, сказал, что к 8 будет. Работает, бедный, не разгибается. Они принялись есть в тягостном молчании, прерываемом лишь звоном ложек о тарелке. Маша ела медленно, почти без аппетита, чувствуя, как комок подкатывает к горлу. Лариса Ивановна, вдохновленная тишиной, начала неторопливый монолог. Рассказывала что-то про соседей по дому в Туле, про свою подругу, которая серьезно заболела, жаловалась на растущие, как на дрожжах, цены в местных магазинах. Маша автоматически кивала, вставляла односложные «да», «конечно», «понимаю», но не слышала ни слова. Ее сознание было где-то далеко, за пределами этой кухни, пропитанной запахом борща и чужим присутствием. После ужина Лариса Ивановна с энергией, удивительной для ее возраста, принялась за мытье посуды. Маша из вежливости, скорее ритуальной, предложила помощь. «Иди, отдыхай», — свекровь тут же отмахнулась, как от назойливой мухи. «Ты же работала весь день, устала. Я сама справлюсь». Маша не стала настаивать и спорить. Она прошла в гостиную, тяжело опустилась на диван и включила телевизор. На экране закрутился какой-то яркий сериал, но она не вникала в перипетии сюжета. Мысли ее витали где-то между предложением о повышении и горькими словами Ирины о свободе. Вадим вернулся без 10:08, как и обещал. Его приход был шумным и привычным. Громкое «здравствуйте» в прихожей, звонкий поцелуй в щеку матери, сдержанный кивок в сторону Маши из дверного проема. Он прошел в ванную, а потом на кухню. Маша, не вставая с дивана, слышала, как он разогревает себе ужин в микроволновке, как Лариса Ивановна что-то оживлённо и быстро рассказывает ему тихим, доверительным голосом, явленно делясь дневными новостями. Потом Вадим пришел в гостиную и плюхнулся на диван рядом с ней, с шумом выдохнув. «Ну, как день прошел? Спросил он, уставленно проводя рукой по лицу.
Нормально. Маша не отрывала взгляда от мелькающего экрана. «Меня повысили», — добавила она ровным, лишённым эмоций тоном, словно сообщала о прогнозе погоды. «Правда?» Вадим искренне удивился, повернувшись к ней. «Поздравляю, это же здорово, Маш». «Да, здорово», — кивнула она, все так же глядя в телевизор. «Надо отметить это дело». Вадим оживился, попытался обнять ее за плечи, притянуть к себе. «Давай в эти выходные сходим в тот твой любимый ресторан с видом на реку». Посмотрим. Маша мягко, но недвусмысленно высвободилась из его объятий. Ее тело напряглось и отшатнулось само собой. «Мне завтра рано вставать, и дел много». Она поднялась с дивана, взяла с пульта пульт и выключила телевизор, погрузив комнату в неловкую тишину. «Я спать», — бросила она через плечо и вышла из гостиной, направляясь в спальню. Вадим остался сидеть на диване в полном одиночестве, удивлённо и растерянно глядя ей вслед. Маша легла в кровать, натянула одеяло до подбородка и закрыла глаза, надеясь на забвение, но сон не приходил. За тишиной спальни, нарушаемой лишь мерным тиканьем часов, бушевала настоящая буря. Мысли, отточенные и острые, как осколки стекла, кружились в бесконечном хороводе. Головокружительное повышение, призрак свекрови, роющийся в ее личных бумагах, отстраненный Вадим, история развода Ирины, похожая на тревожное предзнаменование, и смутный, неясный образ собственного будущего. Что она на самом деле хочет? Чего ждет от жизни, от этого брака, от самой себя? Неужели ее удел до скончания веков терпеть бесцеремонную свекровь? Жить с мужем, который в критические моменты всегда оказывается по другую сторону баррикады, и ежедневно, изнуряя душу, притворяться, будто в ее мире царит порядок и гармония. Маша резко открыла глаза, уставившись в потолок, тонувший в предрассветной тьме. Нет, этого она больше не хотела. Ей внезапно, с обжигающей ясностью захотелось другого — свободы дышать полной грудью в собственном доме, простого человеческого уважения к своим границам и тому тихому, непреложному спокойствию, что рождается только из уверенности в завтрашнем дне. И если для обретения всего этого требовалось что-то кардинально изменить, переломить привычный ход событий, что ж, значит, она будет меняться. Решение созрело внезапно, выкристаллизовавшись из хаоса мыслей, и проступило таким четким и неоспоримым, будто всегда дремало где-то в глубине ее сердца, терпеливо дожидаясь своего часа. Маша не собиралась больше ничего терпеть. Что бы ни случилось завтра, послезавтра, через неделю, она будет действовать. Она станет защищать себя, свои личные границы и свою единственную и неповторимую жизнь. С этой мыслью она тихо улыбнулась в темноту, и лишь тогда сон осторожно прикоснулся к ее сознанию, унося в царство грез. Утром Маша проснулась с необычайно ясной головой и твердым, как гранит, намерением. Она встала, приняла бодрящий прохладный душ, оделась в строгий, но элегантный костюм, каждая деталь которого говорила о собранности и решимости. На кухне ее уже поджидала Лариса Ивановна, хозяйничавшая у плиты с видом полноправной владелицы территории. «Доброе утро, Машенька!» Свекровь заулыбалась слащавой дежурной улыбкой. «Садись, милая, я кашу сварила на молоке. Очень полезно». «Не хочу», — спокойно, без вызова ответила Маша, направляясь к кофемашине. Она налила себе чашку крепкого черного кофе. «Спасибо». «Как же без завтрака-то?» Лариса Ивановна с притворной грустью покачала головой, и в ее глазах мелькнул знакомый огонек критики. Молодежь совсем о здоровье не думает. Одни перекусы да кофе. Маша промолчала, будто не услышав. Она допила свой кофе, взяла со стула сумку и ключи и, не сказав больше ни слова, вышла из квартиры. По дороге на работу она ощущала странное, неизведанное доселе спокойствие. Его природа была не в безмятежности, а в твердой уверенности, будто самое трудное решение уже принято, и теперь оставалось лишь дождаться подходящего момента, чтобы привести его в исполнение. Рабочий день пролетел стремительно и продуктивно. Маша погрузилась в водоворот дел. Встречи с заказчиками, обсуждение новых амбициозных проектов, подготовка ключевых презентаций. В обеденный перерыв она снова пила кофе с Ириной в их любимом уголке столовой. «Ты сегодня какая-то другая», — внимательно глядя на нее через край чашки, заметила подруга.
Не знаю, как объяснить. Более спокойная, более уверенная в себе. Словно ты что-то для себя решила, и это тебя отягощает. Маша усмехнулась, и в уголках ее глаз собрались лучики морщинок. Может быть, так оно и есть. Может, я и впрямь что-то решил. И что именно? Полюбопытствовала Ирина, наклоняясь ближе. Потом расскажу. Маша отпила последний глоток кофе, отставив пустую чашку. Когда все это закончится? Ирина посмотрела на нее с безмолвным пониманием, но расспрашивать больше не стала, уважая ее право на тайну. К вечеру Маша, закончив все неотложные дела, собрала вещи. По дороге домой она сделала 2 остановки. Сначала зашла в банкомат и сняла 5000 рублей наличными, про запас, на всякий непредвиденный случай. Потом зашла в аптеку и купила легкое успокоительное, тоже на всякий случай, для подстраховки, если нервы все же не выдержат. Дома царила непривычная тишина. Лариса Ивановна сидела в гостиной и смотрела очередной мелодраматический сериал. Вадима еще не было. Маша прошла в спальню, переоделась в домашнюю одежду и остановилась у порога своего кабинета. Дверь была заперта. «Хорошо», — мелькнула у нее мысль. «Значит, свекровь сюда не заходила. Или заходила, но проявила чудеса аккуратности». Она вернулась в гостиную и устроилась в глубоком кресле с книгой. «Машенька, а ты ужинать будешь?» — оторвалась от экрана Лариса Ивановна. «Попозже», — коротко бросила Маша, открывая книгу и погружаясь в чтение. Свекровь пожала плечами с видом оскорблённой невинности и вернулась к просмотру. Маша механически переворачивала страницы, но глаза скользили по буквам, не вникая в смысл. Она просто ждала. Чего именно, сама не знала, но всем нутром чувствовала, что что-то должно вот-вот произойти, что назревает неизбежная развязка. Вскоре вернулся Вадим. Его появление было углублённой копией вчерашнего. Громкое приветствие в прихожей, ритуальный поцелуй в щеку матери, сдержанный кивок в сторону Маши, затем маршрут через ванную на кухню. Маша, сидя в кресле, слышала, как он разогревает ужин, а Лариса Ивановна что-то оживлённо и быстро рассказывает ему заговорщицким шепотом. Потом Вадим вошел в гостиную и тяжело плюхнулся на диван рядом. «Ну, как день?» — спросил он по отработанной схеме. «Нормально», — ответила Маша, не отрывая взгляда от книги. «Меня повысили», — повторила она тем же ровным, лишённым эмоций тоном, что и накануне. «Правда?» — Вадим снова изобразил удивление. «Поздравляю, это же здорово!» «Да, здорово!» — кивнула Маша. «Надо обязательно отметить». Вадим попытался обнять её за плечи и потянуть к себе. «Давай в выходные сходим в ресторан, а? Выберемся куда-нибудь». «Посмотрим». Маша с тем же знакомым отработанным движением высвободилась из его объятий. Её тело вновь ответило напряжённым отпором. «Мне завтра рано вставать». Она поднялась с кресла, отложила книгу и, не глядя на мужа, вышла в спальню. Вадим остался сидеть на диване, и в его глазах застыла та же смесь удивления и растерянности, что и вчера. Маша легла в кровать, натянула одеяло и закрыла глаза, надеясь на забвение. Но сон снова не приходил. В голове, как заезженная пластинка, крутились одни и те же мысли. Повышение, свекровь, Вадим, развод Ирины, собственное будущее. Что она хочет? Чего ждет от жизни? Неужели ее удел до скончания веков терпеть свекровь, жить с мужем, который не умеет ее защищать, и притворяться, будто в ее мире царит порядок и гармония? Маша открыла глаза, уставившись в бархатную темноту спальни. Нет, это не просто мимолетное желание, не порыв отчаяния. Это крик души, ставший четким, выверенным решением. Она больше не хочет этой жизни в постоянном напряжении, в роли удобной невестки, в тени чужого авторитета. Она хочет свободы дышать полной грудью в собственном доме. Она хочет уважения к своим личным границам. Она хочет спокойствия, которое не купишь ни за какие деньги. И если для этого требуется перевернуть все с ног на голову, что ж, она готова к переменам. Это решение созрело внезапно, но ощущалось так, будто оно всегда было частью ее самой. Просто ждало своего часа, чтобы вырваться на свет. Маша больше не будет терпеть. Что бы ни случилось завтра, послезавтра, через неделю, она будет действовать.
отстаивать себя, свои принципы, свою территорию и свою жизнь. С этой мыслью на губах застыла легкая, почти невесомая улыбка. И лишь тогда сон смилостивился над ней. На следующее утро Маша проснулась еще до трели будильника. Пространство рядом с ней на кровати было пустым и холодным. Вадим, верный своему ритуалу, уже ушел. Она встала, умылась прохладной водой, смывая последние следы ночных терзаний, и оделась в свой дневной доспех — строгий костюм, придававший ей чувство защищенности. На кухне, как и ожидалось, царствовала Лариса Ивановна, помешивая у плиты очередную порцию овсяной каши. «Доброе утро, Машенька!» Свекровь одарила ее сияющей дежурной улыбкой. «Садись, завтракать будем, полезно для желудка». «Спасибо, не хочу». Ровным, не допускающим возражений тоном ответила Маша, направляясь к кофемашине. «Совсем ничего не ешь с утра», — с притворным беспокойством покачала головой Лариса Ивановна, и ее взгляд скользнул по фигуре невестки. «Вот и вся такая худая, прозрачная. Кстати, Маш, слушай, а у тебя банковская карта где лежит?» Вопрос повис в воздухе, острый и неожиданный, как удар булавкой. Маша медленно повернулась, держа в руках горячую чашку. «Зачем вам это знать?» «Да так». Лариса Ивановна отвела взгляд, делая вид, что внимательно изучает узор на занавеске. Просто спросила. «Я вот свою всегда в кошельке ношу, никогда не теряла. А некоторые дома оставляют. Это несерьезно. «У меня в сумке», — коротко бросила Маша, делая глоток кофе. Ее пальцы чуть сжали ручку чашки. «А сумку-то где держишь?» — не отступала свекровь, и в ее голосе зазвучала натянутая небрежность. Маша обернулась и уставилась на нее пристальным, изучающим взглядом, в котором не осталось и тени прежней покорности. «Вам зачем знать, где у меня карта?» «Да ни к чему особому». Свекровь отмахнулась, но ее улыбка дрогнула. «Просто разговор такой, житейский, зашел. Маша допила кофе, поставила чашку в раковину. Внутри все замерло, а потом оформилось в холодный четкий план. Она взяла свою кожаную сумку и ключи. «Пока», — бросила она через плечо и вышла из квартиры, оставив за спиной натянутую тишину. Она специально оставила сумку дома сегодня вечером на самом видном месте. Карта будет лежать в кошельке, в своем обычном отделении. Посмотрим, что же на самом деле задумала свекровь. По дороге на работу Маша мысленно возвращалась к этому странному диалогу. Зачем Ларисе Ивановне понадобилось знать, где лежит ее карта? Слишком уж подозрительно, слишком навязчиво. Сначала тайный обыск документов, теперь выспрашивание о финансах. Все эти пазлы складывались в одну тревожную и неприглядную картину. В офисе она попыталась погрузиться в работу, но сосредоточиться не получалось. Тревога грызла изнутри. Наконец она не выдержала, достала телефон, открыла банковское приложение и зашла в личный кабинет. На экране загорелась цифра — 178 тысяч рублей. Зарплата за прошлый месяц плюс премия за успешно завершенный проект. Эти деньги она откладывала на отпуск, о котором давно мечтала, на поездку в Грузию весной, на горный воздух и гостеприимные улицы Тбилиси. И снова мысль вернулась к свекрови. Рылась в документах на квартиру, выспрашивала про карту. Это было больше, чем простое любопытство. Это было по-настоящему подозрительно. Маша открыла раздел переводов. Ее пальцы быстро и уверенно пробежали по экрану. Она перевела со своего основного счета 140 тысяч рублей на накопительный счет. Старый, открытый еще в студенческие годы, о существовании которого не знал даже Вадим. Он всегда был ее тихим финансовым убежищем, ее личным на всякий случай. На основной карте она оставила 38 тысяч. Вполне достаточно на текущие расходы. Затем она открыла настройки карты и включила СМС-уведомления о каждой, даже самой незначительной операции. Если кто-то попытается ею воспользоваться, она узнает об этом мгновенно. Весь оставшийся день Маша пыталась работать, но в голове у нее стучала одна и та же навязчивая мысль. Попытается ли свекровь взять карту, или ей было достаточно просто выяснить, сколько денег лежит на счету? Она проверяла телефон каждые полчаса, ожидая сигнала, но экран молчал. Никаких уведомлений. К концу дня, закончив все неотложные дела, она собрала вещи и поехала домой.
По дороге на всякий случай снова заехала в аптеку за успокоительным. Дома царила тишина. Лариса Ивановна, как и накануне, восседала перед телевизором в гостиной. Вадима еще не было. «Машенька, ты ужинать будешь?» — спросила свекровь, едва Маша переступила порог. «Попозже», — отрезала Маша и прошла в спальню. Она переоделась, а затем проверила сумку, оставленную в прихожей на самом видном месте. Кошелек лежал на своем месте. Карта в нем. Она специально не стала убирать ее глубже. Все было готово к возможному эксперименту. Маша прилегла на кровать, взяла в руки книгу, но глаза лишь скользили по строчкам, не вникая в смысл. Все ее существо было напряжено в ожидании. Она чувствовала, как по коже бегут мурашки, и знала, что-то должно произойти. Скоро. Очень скоро. И как по расписанию, около 8 вечера в квартире послышались звуки ключа в замке. Вадим вернулся. Его голос, громкий и усталый, прозвучал в прихожей. Затем следовали привычные шаги, приветственный поцелуй матери, и вот он уже зашел в спальню. «Привет». Его голос прозвучал устало. Он тяжело опустился на край кровати, пружины жалобно вздохнули. «Как день?» «Нормально». Маша не оторвала взгляда от книги, хотя буквы давно уже расплывались перед глазами в единое серое пятно. «Ты какая-то напряженная. Вадим положил руку ей на плечо. Его прикосновение, обычно желанное, сейчас заставило ее внутренне сжаться. «Что-то случилось?» «Нет», — она слегка отвела плечо. «Просто устала. Может, в выходные куда-нибудь съездим? За город? Ты отдохнешь, развеешься». «Посмотрим». Маша резко закрыла книгу и отложила ее на прикроватную тумбочку. «Мне завтра рано вставать». Вадим беспомощно пожал плечами, словно исчерпав весь запас аргументов, и ушел в душ. Маша осталась лежать, уставившись в потолок, по которому плясали блики от уличных фонарей. Она думала о том, что будет дальше, как развернутся события, что она предпримет, если ее самые худшие подозрения подтвердятся. Но в ее душе не было места панике, лишь холодная, отточенная решимость. Она не из тех, кто годами копит обиды. Она будет действовать. Вадим вернулся из душа, пахнущий паром и гелем для душа, и рухнул на кровать, уткнувшись в экран смартфона. Свет от него выхватывал из темноты его сосредоточенное лицо. Маша лежала рядом, чувствуя, как нарастает глухая стена непонимания между ними. «Вадим», — тихо, но чётко произнесла она, нарушая монотонное жужжание вентилятора. «Нам нужно поговорить». «О чём?» Он не оторвался от экрана. Палец механически листал ленту новостей. «О твоей матери». Он, наконец, поднял на неё глаза, в которых читалось лёгкое раздражение. «Что опять случилось?» Она роется в моих вещах. Голос Маши был ровным, как сталь. «С чего ты взяла?» Он фыркнул, отводя взгляд. «Позавчера я застала её в моём кабинете. Она читала мои документы. Может, она просто случайно зашла? Маша, не придумывай». Она держала в руках папку из запертого ящика, Вадим. Ящика, который я всегда запираю на ключ. «Ну и что?» — он пожал плечами, снова глядя в телефон. «Может, она думала, что там что-то другое лежит? Инструкция к технике, например?» «А ещё сегодня утром», — продолжала Маша, чувствуя, как внутри всё закипает, она спрашивала, где у меня лежит банковская карта. Она повернулась к нему, ловя его взгляд. «Тебе это не кажется странным? Не настораживает?» «Маша, хватит параноить!» Вадим с раздражением отложил телефон на тумбочку. «Мама просто спросила. Из любопытства, не более. Ты всё слишком осложняешь». «Из любопытства», — повторила Маша без всякой интонации. Её лицо стало каменным. «Понятно. Что ты хочешь этим сказать?» Его голос стал резче. «Ничего». Маша отвернулась к стене, чувствуя, как последний мостик понимания между ними рухнул. «Спокойной ночи». Вадим что-то пробормотал себе под нос, снова схватил телефон. Маша лежала, уставившись в стену, и окончательно, с болезненной ясностью поняла. Разговаривать с ним бесполезно. Он всегда, в любой ситуации вставал на сторону матери. Всегда. Это был не муж, а преданный паж своей королевы. На следующее утро Маша проснулась с тяжелым свинцовым предчувствием, сжимавшим грудь. Что-то должно было случиться сегодня.
Она чувствовала это каждой клеткой своего тела, как животное чувствует приближение грозы. Вадим, как всегда, ушел на работу ровно в 7. Маша встала, приняла душ, оделась. На кухне Лариса Ивановна, сияющая и бодрая, варила свою вечную кашу. «Доброе утро, Машенька». Ее улыбка была сладкой, как сироп. «Садись, завтракать будем». Спасибо, не хочу. Маша налила себе кофе. Рука не дрогнула. «Совсем не ешь ничего». С притворной жалостью покачала головой свекровь. «Вот и худая такая, ветром сдуть». Маша допила кофе, взяла сумку и, следуя своему плану, специально оставила ее в прихожей на самом видном месте — у зеркала. Карта лежала в кошельке, в своем обычном отделении, будто забытая. «Пока», — бросила она свекрови и вышла из квартиры. По дороге на работу Машу терзали сомнения. А вдруг она параноик? Вдруг свекровь и впрямь просто чересчур любопытная, но невинная старушка, а она строит из нее злодейку из мелодрамы. Но интуиция, тот самый внутренний голос, который никогда ее не обманывал, настойчиво твердил другое. Слишком много странностей. Документы, постоянные расспросы, вопросы о карте — все это складывалось в одну четкую, пугающую картину. В офисе она попыталась сосредоточиться на проекте, но мысли были далеко. Она ловила себя на том, что каждые полчаса проверяет телефон, затаив дыхание, ожидая того самого уведомления. И оно пришло. Ровно в 11 утра телефон тихо завибрировал, и на экране всплыло сообщение от банка. Попытка оплаты картой на сумму 31 400 рублей. Операция отклонена в связи с недостаточностью средств. Место операции — ювелирный салон «Самоцветы», улица Полевая. Маша замерла, уставившись в светящийся экран. Значит, все было правдой. Свекровь не просто интересовалась, она действительно взяла карту. Взяла и поехала на Полевую, в ювелирный салон, чтобы купить что-то дорогое, очень дорогое. Но денег, к ее ярости и разочарованию, не хватило. Маша откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, делая глубокий, медленный вдох. «Так, спокойно. Ты была к этому готова». Она открыла банковское приложение и одним касанием заблокировала карту. Затем набрала номер Ирины. «Ира, ты была права». «Что случилось?» Голос подруги сразу стал тревожным. «Свекровь украла мою карту. Пыталась расплатиться в ювелирном за 31 000. «Вот же сволочь!» — выругалась Ирина. «Маш, ты должна действовать. Немедленно, прямо сейчас». «Знаю». Маша говорила удивительно спокойно, хотя внутри все пылало холодным гневом. «Я знаю, что делать». Она положила трубку и сидела, глядя на мерцающий экран монитора, думая о том, что будет дальше. Свекровь наверняка сейчас в бешеной ярости. Она обнаружила, что денег нет, что операция не прошла. Побежит ли она звонить Вадиму с жалобами или придумает новую уловку? И в этот самый момент телефон зазвонил снова. На этот раз незнакомый номер. Маша поднесла телефон к уху. «Алло?» — произнесла она. И в ту же секунду в трубке раздался оглушительный, искаженный яростью женский крик. Она мгновенно узнала этот голос, ставший за последние дни символом всего, что отравляло ее жизнь. Лариса Ивановна. Свекровь орала так, что динамик захлебывался, и Маша инстинктивно отдернула аппарат. «Ты дрянь! Дрянь бессовестная!» — визжала Лариса Ивановна, захлебываясь собственной ненавистью. «Я украла твою карту, а там нет денег, понимаешь? Нет денег, дура! Я из-за тебя опозорилась на весь магазин, ты понимаешь? На весь магазин!» Маша молчала, прижав телефон к груди так, что слышала лишь приглушенные, но не менее ядовитые ругательства. Внутри у нее все застывало, превращалось в лед. «Я украла твою карту», — она сама призналась. Сама, с какой-то животной, неконтролируемой откровенностью. «Я там 2 часа, слышишь, 2 часа простояла», — продолжала исходить пеной свекровь. «Выбирала, примеряла, консультанту голову заморочила. А потом на кассе недостаточно средств. Эти продавщицы смотрят на меня, как на последнюю нищенку. Охрана подошла, спрашивают, моя ли карта. Я им говорю, что невестка дала, а они не верят, глазами хлопают. Ты специально деньги спрятала? Специально?» «Это моя карта»,
— проговорила Маша тихо, но так, чтобы каждое слово было отчетливо слышно. В ее тишине была сталь. «Мои деньги. Вы не имели права ее брать». «Не имела права?» Свекровь завизжала так, что у Маши заложило ухо, даже через ткань пиджака. «Я мать твоего мужа! Все, что у вас есть, это моё. Это я его вырастила, выучила, на ноги поставила. Он мне должен. Всей своей жизнью должен. И ты тоже должна. Все, что у тебя есть, это только благодаря моему сыну. Я вам ничего не должна». Голос Маши оставался ровным, хотя пальцы, сжимавшие телефон, побелели. «Вы украли мою карту. Это преступление». «Преступление?» Лариса Ивановна захохотала истерическим, надтреснутым хохотом. «Да я тебе сейчас такое преступление устрою. Сейчас приеду и покажу, где раки зимуют. Думаешь, ты тут умная, что деньги спрятала и все? Я тебе покажу, кто в этом доме хозяин». «Не советую вам приезжать». Маша сжала телефон так, что корпус затрещал. «Это моя квартира. Вы там не живете. Вы — гость». Еще как живу!» — не унималась свекровь. Ее голос сорвался на пронзительный визг. «И буду жить. Это дом моего сына, а ты тут временная. Сейчас приеду, вышвырну все твои шмотки на улицу, всю твою парфюмерию дурацкую. Пусть все соседи знают, как невестки матерей мужа обворовывают». «Это вы, воровка», — без тени сомнения произнесла Маша. «И я уже заблокировала карту. Обратитесь в банк, если хотите что-то оспорить». «Да пошла ты!» — заорала Лариса Ивановна в финальном припадке бешенства, и в трубке раздались короткие гудки. Маша медленно опустила телефон, глядя на потухший экран. Руки ее предательски дрожали, выдавая колоссальное внутреннее напряжение. Свекровь не просто призналась в краже. Она сама, по собственной воле, озвучила это по телефону. И теперь, пылая мстительной яростью, мчится к ее квартире. Маша глубоко, с усилием вдохнула, пытаясь загнать обратно вырвавшуюся наружу дрожь, и резко выдохнула. Она встала, подошла к огромному окну офиса и уставилась на раскинувшийся внизу город, на бесконечный поток машин. Думать нужно было быстро, хладнокровно, как на шахматной доске. Свекровь едет к ее дому. Она угрожала выбросить вещи, вела себя откровенно агрессивно. Маша не боялась прямого конфликта, но входить в него без надежного тыла было бы глупостью. Она вернулась к столу. Ее пальцы уверенно пролистали список контактов и нашли номер местного отделения полиции. Набрав его, она услышала спокойный голос дежурного. «Здравствуйте, это Мария Сергеевна Ковалева. Хочу сообщить о краже банковской карты и о возможной угрозе физической расправы». «Где вы находитесь в данный момент?» — уточнил дежурный. «Сейчас я на работе, но лицо, совершившее кражу, находится в моей квартире по адресу улица Поселковая, дом 21, квартира 38. И это же лицо только что угрожало мне по телефону расправой и уничтожением имущества». «Опишите ситуацию подробнее». Маша коротко, без лишних эмоций, изложила суть. Свекровь живет у нее неделю, сегодня утром тайно взяла банковскую карту, пыталась совершить дорогую покупку, операция не прошла, после чего последовал агрессивный звонок с угрозами. «У вас есть доказательства кражи?» «Да. Уведомление от банка о попытке оплаты, заблокированная карта. И запись телефонного разговора», — добавила она, посмотрев на телефон и поняв, что следующего звонка, если он будет, она уже не упустит. «Записи пока нет», — вежливо поправил дежурный. «Но она будет», — твердо сказала Маша. «Если она позвонит еще раз, я все запишу». «Хорошо. Мы направим наряд по указанному адресу для предотвращения правонарушения. Когда вы сами планируете быть дома?» «Я выезжаю прямо сейчас». Маша положила трубку, быстрыми движениями собрала вещи в сумку, на ходу предупредила коллегу, что срочно уезжает по неотложным семейным обстоятельствам, и вышла из офиса. В лифте она набрала номер Ирины. «Ира, она позвонила. Кричала, что украла карту и опозорилась из-за меня. Теперь мчится домой, угрожает вышвырнуть все мои вещи». «Боже мой, какая же мразь!» — ахнула Ирина. «Маш, немедленно вызывай полицию». «Уже вызвала. Они будут дома». «Молодец. Держись, родная. Звони, если что. Я тоже могу примчаться».
Маша села в метро, уставившись в темное окно вагона, за которым мелькали огни тоннеля. Мысли проносились со скоростью света. Свекровь уже, наверное, у дома. Полиция тоже выехала. Что произойдет, когда эти две силы столкнутся на пороге ее квартиры? Она вышла на свои станции, быстрыми, решительными шагами направилась к дому, впорхнула в лифт и поднялась на 5-й этаж. Сердце колотилось, но не от страха, а от адреналина. Она достала ключи, вставила их в замок и повернула. Дверь открылась. Дверь захлопнулась за ней с глухим щелчком, и Маша оказалась в гробовой тишине. Было слишком тихо, неестественно, будто сама квартира затаила дыхание в ожидании бури. Она медленно прошла по коридору, как тень, скользя по паркету. Заглянула в гостиную. Пусто. На кухне — ни души. В спальне — лишь беспорядок, оставленный утренней спешкой. Ларисы Ивановны не было. Значит, она еще не вернулась после позора в ювелирном салоне. Или, что тоже вероятно, отбыла в неизвестном направлении, вынашивая новые планы мести. Маша прошла в свой кабинет, открыла шкаф и достала оттуда большую вместительную дорожную сумку на колесах. Она с глухим стуком опустила ее на постель и молча, с методичным спокойствием, начала собирать вещи. На всякий случай. Это «на всякий случай» стало ее новым девизом. Паспорт, свидетельство, блокноты, зарядное устройство, ноутбук, несколько смен белья, косметичка — все аккуратно и компактно укладывалось на дно. Если свекровь явится и устроит ад, Маша будет готова в любой момент уехать. К Ирине, в гостиницу, куда угодно. Главное — не оставаться в эпицентре взрыва, если ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Внезапно тишину разорвал вибрация телефона. На экране горело имя — Вадим. Маша посмотрела на него с холодным равнодушием и не стала отвечать. Сейчас разговор с ним был последним, чего ей хотелось. Скорее всего, его мать уже дозвонилась, заливаясь крокодиловыми слезами и выворачивая ситуацию наизнанку. Телефон зазвонил снова, настойчивее. Маша сбросила вызов и быстрым движением пальцев набрала сообщение. «Позже поговорим. Сейчас занято». Ответ пришел мгновенно, выпрыгнув на экран сердитой строкой. «Что происходит? Мать звонила, рыдала в истерике. Говорит, ты ее ужасно оскорбила». Маша горько усмехнулась про себя. Ну, конечно. Жертва всегда оказывается палачом. Свекровь уже начала свою классическую игру. Она набрала новое сообщение, тщательно подбирая слова, которые должны были подействовать, как ушат ледяной воды. «Твоя мать украла мою банковскую карту. Пыталась купить украшения на 31 400 рублей. Операция не прошла. Я вызвала полицию. Приезжай домой, если хочешь разобраться». Отправила. Положила телефон на одеяло и продолжила собирать вещи. Не прошло и минуты, как телефон взорвался звонком. Снова Вадим. На этот раз она ответила. «Ты с ума сошла!» Его голос был оглушительным, искаженным бешенством. «Полицию на мою мать!» «Твоя мать украла мою карту!» Голос Маши был плоским и безжизненным, как бетонная плита. «Это уголовное преступление. Я защищаю свои права и свою собственность». «Какое еще преступление?» — не унимался он. Его крик переходил в визг. «Она моя мать! Мы семья! Разве ты не понимаешь?» «У нас с тобой раздельный бюджет, Вадим. И всегда был. Твоя мать не имела ни малейшего права брать мою карту без спроса». «Да кто ты такая вообще, чтобы решать, что она может, а что нет?» Он буквально задыхался от ярости. «Выгоняешь мою мать, полицию вызываешь. Кто ты после этого?» Владелица этой квартиры, Маша холодно окинула взглядом комнату, и остановился на собранной сумке. «И я имею полное право решать, кто здесь находится, а кто нарушает закон и угрожает мне». «Это и ее дом тоже!» — кричал Вадим, уже не слушая. «Она тут живет! Пусть временно, но живет. Она здесь гость. А гость, который ворует и угрожает, нарушает все мыслимые правила». «Какие к черту правила?» Он захохотал истерическим, неузнаваемым смехом. «Ты больная! Ты просто больная на всю голову!» «Я приеду через час». Его голос сорвался. «И мы с тобой серьезно поговорим». «Полиция уже должна быть на месте», — парировала Маша, не повышая тона. «Если хочешь разобраться, приезжай». Она положила трубку, не дав ему сказать ни слова в ответ. Взглянула на часы.
1:30. Свекровь могла ворваться в квартиру в любую секунду. Маша закончила упаковывать вещи, с силой застегнула молок на сумке и откатила ее в прихожую, поставив у самой двери, на всякий случай. Потом вернулась в комнату, села на край кровати, достала телефон, открыла приложение «Диктофон» и нажала большую красную кнопку «Запись». Экран замер, отсчитывая секунды тишины. Если свекровь явится и начнет свой спектакль, у Маши будет неоспоримое доказательство. Она не из тех, кто молча проглатывает оскорбления. Она будет защищаться. Любыми доступными способами. Минут через 20 в дверь раздался резкий официальный звонок. Не истеричный стук, а именно звонок. Маша встала, подошла к двери и прильнула к глазку. На площадке стояли двое в полицейской форме. Мужчина с серьезным невозмутимым лицом и женщина, внимательно осматривающая дверную коробку. Маша открыла дверь. «Здравствуйте. Мы по вашему вызову», — сказал мужчина полицейский. «Да, я. Проходите, пожалуйста». Они вошли, их профессиональные взгляды скользнули по прихожей, оценивая обстановку. «Вы здесь одна?» — уточнила женщина-полицейский. «Да. Лицо, о котором я сообщала, еще не возвращалось. Расскажите подробно, что произошло». Маша коротко, но ёмко изложила всю историю. От обнаружения пропажи карты до звонка со стороны свекрови. Она показала уведомление от банка на телефоне, зачитала сумму и место операции. Описала угрозы, прозвучавшие в трубке. «У вас есть аудиозапись этого разговора?» — спросила женщина-полицейский. «Нет», — честно ответила Маша. «Но если она позвонит снова или придет, я обязательно запишу». «Хорошо», — кивнул старший. «Мы подождем. Если гражданка Иванова появится, мы с ней побеседуем и составим соответствующий протокол». Маша кивнула, предложила гостям чай, но они вежливо отказались. Все трое разместились в гостиной, погрузившись в тягостное, напряженное ожидание. Тикали настенные часы. Прошло 10 минут, 15, 20. И вдруг тишину взорвал не звонок, а тяжелый гулкий удар в дверь. Такой, от которого дрогнула сама стена. Потом второй и третий. Это был не стук, а именно удар, полный слепой, неконтролируемой ярости. Маша вскочила с кресла. Сердце заколотилось где-то в горле. Полицейские тоже мгновенно поднялись, переглянувшись в полном взаимопонимании. Их профессиональные инстинкты уже давно были на взводе. «Открывай!» Пронзительный, истеричный крик за дверью заставил вздрогнуть даже воздух в прихожей. «Я знаю, ты там! Открывай немедленно, тварь!» Это был голос Ларисы Ивановны, но искаженный до неузнаваемости бешенством. Маша подошла к двери, прильнула к глазку. На площадке, вся растрепанная, с безумными глазами и багровым от ярости лицом, стояла ее свекровь. Она не просто стучала. Она колотила в прочную древесину сжатыми кулаками, словно пыталась проломить ее голыми руками. «Ну, тварь!» — выла она, захлебываясь собственной ненавистью. «Откроешь или мне дверь ногой выбивать?» Маша обернулась к полицейским. Молча кивнула, подтверждая их безмолвный вопрос. Затем она достала телефон, запустила диктофон и, убедившись, что красная кнопка нажата, скользнула аппарат в карман кардигана. Только после этого, сделав глубокий вдох, она повернула ключ и открыла дверь. Лариса Ивановна буквально влетела в квартиру как ураган, сметающий все на своем пути. Ее инерция была такова, что она едва не врезалась в противоположную стену. «Ну все, я тебе сейчас». Она занесла руку для удара, но замерла на полпути. Ее взгляд, полный бешенства, уткнулся в фигуру в полицейской форме, стоявшей в коридоре. Они смотрели на нее спокойно, даже отстраненно, но их внимание было подобно сфокусированным прожекторам. Свекровь медленно, будто против воли, опустила руку. Ее лицо, мгновение назад пылавшее гневом, резко побелело, как мел. Рот приоткрылся в немом изумлении, но не издал ни звука. «Здравствуйте», — произнес старший из полицейских. Его голос был ровным и не допускающим возражений. «Вы Лариса Ивановна Ковалева? Я... Свекровь попятилась назад к все еще открытой двери, нащупывая рукой косяк, как будто ища опору. «Не двигайтесь». Женщина-полицейский сделала шаг вперед, блокируя возможный путь к отступлению.
Нам нужно задать вам несколько вопросов». Какие вопросы? Лариса Ивановна перевела взгляд на Машу, и в ее глазах вспыхнуло осознание. «Это она. Это она вас вызвала. Врет на меня, как на дуру. Вы брали банковскую карту Марии Сергеевны без ее разрешения?» Полицейский не отреагировал на ее выкрик, продолжая гнуть свою линию. Свекровь замолчала. Ее глаза забегали по сторонам, ища хоть какую-то лазейку, любое оправдание. Мы семья», — выпалила она наконец. «У семьи все общее». «Отвечайте на вопрос прямо. Вы брали карту?» Голос полицейского зазвучал тверже. «Ну, брала». Лариса Ивановна вскинула голову с видом оскорбленной невинности. «И что? Она жена моего сына. Я имею право». «Нет». Тихо, но очень четко проговорила Маша. «Не имеете». «Заткнись!» Свекровь рванулась к ней, но полицейский снова оказался между ними живым щитом. «Успокойтесь, гражданка». Его голос не предвещал ничего хорошего. «Сейчас не время для выяснения отношений. Вы пытались использовать эту карту для оплаты покупки в ювелирном салоне «Самоцветы». «Не украденную!» — закричала Лариса Ивановна, уже не в силах контролировать себя. «Я взяла у невестки. Мы одна семья. Согласно показаниям потерпевшей, у вас раздельный бюджет», — вмешалась женщина-полицейский. Ее тон был холоден. «Это означает, что карта и средства на ней являются исключительной собственностью Марии Сергеевны. Вы не имели права ею распоряжаться». «Имела!» — свекровь в ярости топнула ногой, как капризный ребенок. «Сын мне должен. Она мне должна. Всю жизнь». «Вы угрожали Марии Сергеевне по телефону?» Полицейский перешел к следующему пункту. «Что?» Лариса Ивановна отпрянула, притворно недоуменное выражение на лице. «Какие угрозы?» «Вы говорили, что приедете и покажете, где раки зимуют, что вышвырнете ее вещи. Это ваши слова?» Я была расстроена», — взвизгнула она. «А фразу «я тебе сейчас ноги переломаю» вы тоже произнесли в состоянии расстройства?» Продолжил полицейский, не моргнув глазом. «Это квалифицируется как угроза физической расправой». Свекровь побледнела еще сильнее, казалось, вот-вот лишится чувств. Я не так имела в виду». «У нас есть свидетель», — полицейский кивнул в сторону Маши. «И, возможно, запись». Маша медленно, не сводя с Ларисы Ивановны взгляда, достала телефон из кармана и показала всем экран с активной записью. «Всё записано», — произнесла она без единой эмоции. Лариса Ивановна уставилась на неё с таким ужасом, будто увидела призрак. Её взгляд метнулся к полицейским, потом снова к Маше. «Ты меня подставила», — прошептала она, и в её голосе послышался леденящий душу ужас. «Специально. Всё подстроила. Я защитила свои права и свою безопасность». Голос Маши был спокоен, как поверхность озера в безветренный день. «Вы украли мою карту и угрожали мне. Это был ваш выбор, Лариса Ивановна». И тут свекровь сорвалась. С оглушительным воплем она бросилась на Машу, но полицейский успел схватить ее за руку, резко и профессионально выкручивая за спину. «Успокойтесь немедленно!» «Отпустите меня!» Свекровь дергалась, пытаясь вырваться. Ее лицо исказило гримаса чистой ненависти. «Я ее убью, слышите? Убью эту стерву!» «Вы только что публично угрожали убийством», — констатировала женщина-полицейский, доставая наручники. «Вам придется проехать с нами в отделение для дачи объяснений». «Что?» Лариса Ивановна замерла, и в ее глазах наконец промелькнул настоящий, животный страх. «В отделение?» Кража, угрозы физической расправой, попытка нападения при сотрудниках полиции, перечислил старший, помогая коллеге. 3 состава правонарушения, как минимум. Но я не хотела». Она вдруг разрыдалась, но эти слезы уже никого не трогали. «Я просто хотела браслет. Золотой браслет с изумрудом. Я всю жизнь мечтала». «Это не оправдание», — полицейский развернул ее лицом к стене. «Руки за спину». «Нет!» — Лариса Ивановна закричала, упираясь. «Вадим, сынок, помоги мне!» Но помощи не было. Женщина-полицейский с щелком защелкнула холодные стальные наручники на ее тонких запястьях. «Вы имеете право на 1 телефонный звонок», — сухо проинформировал ее старший.
Воспользуйтесь. «Вадим!» — свекровь рыдала навзрыд. Ее голос срывался на визг, пока полицейские вели ее к лифту. «Позвоните моему сыну. Скажите ему, что его мать арестовали. Умоляю». «Вас не арестовали», — поправил ее старший полицейский с утомленным видом человека, видевшего подобные сцены десятки раз. «Вас задерживают для дачи объяснений и составления протокола». Маша стояла в коридоре, прислонившись к косяку своей спальни, и наблюдала за разворачивающейся драмой. Внутри нее царило странное, почти нереальное спокойствие, будто после долгой и изматывающей бури. Она сделала то, что должна была сделать. Она защитила себя, свои личные границы и свое право на безопасность в собственном доме. Больше не было страха, только холодная, чистая уверенность. Свекровь, упираясь и спотыкаясь, не переставала кричать, требуя позвонить Вадиму и клянясь, что все это — чудовищное недоразумение. Полицейские, не обращая внимания на ее вопли, твердой рукой вывели ее на площадку. В дверном проеме Лариса Ивановна сумела резко обернуться, и ее взгляд, полный немой, животной ненависти, впился в Машу. «Ты пожалеешь», — прошипела она, и каждое слово было похоже на каплю яда. «Вадим тебя бросит, слышишь? Бросит. И ты останешься одна. Совсем одна». «Лучше одной, чем с воровкой и её молчаливым сообщником», — тихо, но абсолютно четко ответила Маша. Свекровь открыла рот, чтобы излить новую порцию ярости, но полицейский решительно потянул ее за локоть к ждущему лифту. Пойдемте, гражданка, не усугубляйте». Дверь лифта закрылась, поглощая ее фигуру. Потом щелкнула входная дверь квартиры. И, наконец, воцарилась тишина. Настоящая, оглушительная, давящая тишина. Маша прислонилась спиной к прохладной стене прихожей, закрыла глаза и сделала глубокий долгий вдох. А затем также медленно выдохла, пытаясь изгнать из легких остатки адреналина и гнева. Все кончено. Первый, самый страшный акт этой пьесы завершился. Свекровь задержана. У нее на руках были все козыри: запись с угрозами, свидетели в лице полицейских, уведомление от банка о попытке несанкционированной оплаты. Она прошла в гостиную, опустилась на диван и почувствовала, как по всему телу разливается свинцовая усталость. Достала телефон и набрала Ирину. «Ира, все, ее забрали в отделение». «Что?» — на другом конце провода ахнули. «Быстро же, рассказывай все с самого начала». Маша коротко, без лишних эмоций, изложила суть. Истеричный звонок свекрови, откровенные угрозы, приезд полиции, попытка нападения и закономерный финал. «Ничего себе!» — Ирина присвистнула. «Маш, да ты герой! Настоящий! Я тобой горжусь!» «Спасибо». Маша слабо улыбнулась в трубку, хотя улыбка вышла усталой и безрадостной. «Но это ведь еще не финал, да?» Тут же спохватилась Ирина. «Вадим-то наверняка уже мчится, сломя голову. И что ты ему скажешь?» «Правду», — просто ответила Маша. «Только правду. Если он ее не примет и не поймет, значит, наш брак и впрямь исчерпал себя до дна. Держись, родная. Звони в любое время, если что». Маша положила трубку, еще несколько минут посидела в гробовой тишине, глядя в одну точку перед собой, потом поднялась, прошла на кухню и налила себе большой стакан холодной воды. Руки больше не дрожали. Примерно через 20 минут в дверь позвонили. Резко, настойчиво, требовательно. Так мог звонить только Вадим. Маша медленно подошла к двери и открыла ее. Муж стоял на пороге, запыхавшийся, с растрепанными волосами и лицом, багровым от ярости и неверия. «Где моя мать?» — закричал он, едва увидел ее, не дожидаясь даже приглашения войти. Маша молча отступила в сторону, пропуская его. Вадим влетел в прихожую, как торнадо. «Ты с ума сошла окончательно? Ты арестовала мою мать! Мою мать!» «Я никого не арестовывала». Голос Маши был ровным и утомленным. Полиция задержала ее после того, как она попыталась напасть на меня при свидетелях. «Напасть?» — Вадим захохотал истерическим, неузнаваемым смехом. «Это моя мать! Она мухи не обидит! Ты что-то путаешь!» Она ворвалась сюда с криком «Я тебе ноги переломаю!» Маша говорила медленно, подчеркивая каждое слово. И она занесла на меня руку.
Полиция, которая как раз была здесь, все видела своими глазами. Вадим замер, словно наткнувшись на невидимую стену. «Полиция была здесь?» «Да. Я вызвала их после того, как твоя мать позвонила мне и начала откровенно угрожать физической расправой». «Она не угрожала». Вадим шагнул к ней, сжимая кулаки. «Она была просто расстроена. Ты не понимаешь, она человек эмоциональный». Она сама, по собственной воле, призналась мне в том, что украла мою банковскую карту и обвинила меня в своем позоре. Маша не отступала, глядя ему прямо в глаза. «У меня есть запись этого разговора. Хочешь послушать?» Вадим побледнел, будто из него резко выкачали всю кровь. Запись? Да, и есть 2 официальных свидетеля. Сотрудника полиции, которые видели, как она пыталась нанести мне удар. Это уже не просто семейная ссора, Вадим. Это уголовно наказуемые деяния. Вадим тяжело рухнул на диван, схватившись за голову руками. Я не верю. Это какой-то кошмар наяву. Это реальность. Маша села в кресло напротив, сохраняя дистанцию. Твоя мать украла мою карту, поехала в ювелирный салон и попыталась купить украшения на 31 тысячу рублей. Когда операция не прошла, она позвонила мне с оскорблениями и угрозами. А потом примчалась сюда, чтобы воплотить их в жизнь. Вот и вся история. Но она же моя мать. Вадим поднял на нее умоляющий взгляд. Она не хотела тебя обидеть по-настоящему. Она просто не умеет сдерживаться. Она назвала меня дурой, стервой, тварью. Маша перечисляла спокойно, как будто зачитывала протокол. Она угрожала переломать мне ноги, и она попыталась меня ударить. Твои оправдания звучат как насмешка, Вадим. Совершенно неубедительно. Вадим замолк, уставившись в узоры на ковре. Его плечи бессильно опустились. «И что теперь?» — спросил он наконец, и в его голосе прозвучала растерянность маленького мальчика. «Теперь твоя мать будет давать показания в отделении полиции. Ее могут привлечь к административной, а может и к уголовной ответственности за кражу и угрозы. Это прямое следствие ее выбора и ее поступков. А ты не могла просто поговорить с ней?» Вадим скинулся с дивана, в его глазах снова вспыхнул огонек. «Объяснить, что так нельзя. Урезонить ее. Мы же семья». «Я пыталась». Маша покачала головой, и в ее голосе прозвучала усталая горечь. «Вчера, когда я застал ее за своими документами, я не побежала сразу в полицию. Я лишь попыталась выставить границы. А сегодня она не просто взяла карту, она украла ее и отправилась делать дорогие покупки, уверенная в своей безнаказанности. «И ты сразу, не раздумывая, набрала 02?» Его тон был обвиняющим. «Нет, не сразу», — холодно парировала Маша. «Сначала я заблокировала карту. Потом она сама мне позвонила и в течение 5 минут подробно описывала, как собирается меня изувечить. Вот тогда я и вызвала полицию. Когда тебе угрожают физической расправой, диалог — не самая разумная тактика». Вадим встал и зашагал по комнате. Его фигура была сгустком нервного напряжения. «Я просто не могу в это поверить. Не могу поверить, что ты вот так, хладнокровно подвела под статью мою мать». «Я защитила себя». Маша тоже поднялась, и её поза выражала не агрессию, а готовность дать отпор. «Твоя мать переступала черту снова и снова. И не где-нибудь, а в моем собственном доме». «Какую еще черту?» Он остановился, разведя руками. «Она рылась в моих личных документах, допрашивала о моих финансах, украла банковскую карту, осыпала меня отборными оскорблениями и в конце концов попыталась напасть. Тебе действительно кажется, что это нормально? Что всего этого достаточно?» Вадим замер. Его взгляд стал тяжелым и неприятным. А ты даже не попыталась ей помочь. Не предложила денег, не поддержала, когда ей было нужно. Она не просила помощи, Вадим. Маша скрестила руки на груди, чувствуя, как внутри все сжимается от его слов. Она украла, потому что знала, что по-честному она ничего не получит. И разве знание этого оправдывает воровство? Вадим молчал. Его лицо было каменным. «Вадим», — Маша заговорила тише, но не мягче, — «я понимаю, что она твоя мать. Но она совершила не одну ошибку, а целую серию осознанных преступлений. И я не собираюсь это терпеть ради иллюзии семейного благополучия.
«Значит, ты ставишь меня перед выбором?» Его голос прозвучал жестко и отчужденно. «Между тобой и моей матерью?» «Нет». Маша снова покачала головой, и в ее глазах мелькнула жалость. «Это ты делаешь выбор. Между правдой, какой бы горькой она ни была, и слепой разрушительной преданностью». Вадим посмотрел на нее долгим испытующим взглядом, будто пытаясь разглядеть в ней незнакомку. «Я еду в отделение, забирать мать». «Хорошо. И когда мы вернемся, нам нужно будет серьезно поговорить». «Хорошо», — повторила Маша. Он прошел к двери и замер на пороге, не оборачиваясь. «Знаешь», — он произнес это в пространство коридора, «а может, мама и права насчет тебя? Может, ты и впрямь настолько холодная, расчетливая?» «Может быть». Маша не отвела взгляда от его спины. «А может, я просто отказываюсь позволять кому бы то ни было вытирать об себя ноги?» Вадим коротко и беззвучно хмыкнул, вышел и с силой захлопнул дверь. Грохот эхом прокатился по квартире. Маша осталась стоять в коридоре, слушая, как затихает его сердитый топот на лестничной клетке. Потом медленно, будто неся на плечах тяжелый груз, прошла в спальню и опустилась на край кровати. Ее взгляд упал на дорожную сумку, стоявшую наготове у шкафа. Она была готова к любому развитию событий. Если Вадим вернется и проявит хоть каплю понимания и поддержки — хорошо. Если нет, она уйдет. Сегодня же. Она не из тех, кто годами копит обиды и живет в атмосфере предательства. Она из тех, кто действует. И что бы ни случилось дальше, она будет в порядке. Потому что она отстояла самое главное — себя, свои границы, свое право на безопасность и уважение. А все остальное уже не имело такого значения. Маша прилегла на кровать, закрыла глаза и, к своему удивлению, обнаружила внутри не бурю, а долгожданное выстраданное спокойствие. Впервые за много дней Маша проснулась от естественного звука — щелчка открывающейся входной двери. Она взглянула на часы на прикроватной тумбочке. 10 вечера. Значит, она ненадолго задремала, лежа в одежде. Вадим вернулся. Она встала, разгладила ладонями помятый кардиган и вышла в коридор. Муж стоял у двери, снимал ботинки. Его плечи были ссутуленные, а лицо имело усталый землистый оттенок. «Ну?» — спросила Маша, не двигаясь с места. «Забрал мать». Его голос был глухим. Маша замерла в ожидании. Но он не продолжил. «И?» — мягко подтолкнула она его. «Нет». Вадим выпрямился и посмотрел на нее. В его глазах читалась пустота. Ее не отпустили. Маша ощутила, как подкатывает комок к горлу. «Как это не отпустили?» Он молча прошел в гостиную и тяжело рухнул на диван, запрокинув голову на спинку. Сказали, нужно дождаться утра, когда оформят все протоколы и передадут материал следователю. Возможно, заведут уголовное дело по факту кражи. Понятно. Маша прислонилась к дверному косяку, ощущая холод штукатурки через тонкую ткань блузки. Вадим сидел, опустив голову в руки. «Я говорил со следователем». Тихо начал он, не глядя на нее. Пытался объяснить, что мама не со зла, что она просто хотела купить себе что-то красивое, пока в Москве. Он спросил меня, а чья была карта? Я говорю, жены. А он спрашивает, ваша жена разрешала ей пользоваться своей картой? И я сказал, нет, но мы же семья. Мы одна семья. Вадим замолчал, сгорбившись еще сильнее. А он посмотрел на меня, как на последнего идиота, и сказал, это не имеет никакого юридического значения. Карта чужая, деньги чужие. Это гражданин кража. Четко и ясно. Маша молчала, давая ему выговориться. Потом меня пустили к ней. Его голос дрогнул. Она сидела в этой комнате для задержанных. Такая маленькая и несчастная, и плакала. Я подошел, она вцепилась мне в руки и шепчет. «Сынок, забери меня отсюда, мне страшно. Твоя жена, она совсем с ума сошла. Она сдала меня полиции из-за какого-то дурацкого браслета». Я начал ее успокаивать, гладил по рукам, а она все плакала и плакала. Он поднял голову, и его взгляд, полный страдания и упрека, утонул в глазах Маши.
А потом следователь вызвал меня в кабинет и сказал, что у них есть запись телефонного разговора, где моя мать сама признается тебе в краже и угрожает тебе расправой. Есть свидетели полицейские, которые лично видели попытку нападения. Есть официальное уведомление из банка о попытке несанкционированного списания. Дело, как выразился следователь, железное. Вашу мать привлекут как минимум по 2 статьям — кража и угроза расправой. Маша молча кивнула, не сводя с него взгляда. Она наблюдала, как в его глазах борются сыновья любовь и горькое осознание реальности. Я спросил его, что теперь можно сделать. Вадим продолжал, и его слова давались ему с видимым трудом. Есть ли какой-то выход? И он сказал... Он замолчал, проводя рукой по лицу. Он сказал, что единственный вариант, если потерпевшая, то есть ты, заберет свое заявление и официально откажется от всех претензий. Тогда, возможно, дело закроют в связи с примирением сторон. Он поднял на нее умоляющий взгляд. А я спросил, а если не заберет? Он только пожал плечами и сказал, тогда суд, штраф, исправительные работы, не исключённый условный срок. В гостиной повисла тяжелая давящая тишина. Вадим не отрывал взгляда от жены, ожидая ее вердикта, ее милосердия. «И ты хочешь, — проговорила Маша, разбивая молчание, — чтобы я забрала заявление?» «Да». Вадим резко встал, его фигура напряглась. «Прошу тебя, Маша, это же моя мать. Она не со зла всё это. Она просто совершила глупость. Огромную, непростительную, но глупость». «Глупость?» Маша повторила это слово, и оно прозвучало как приговор. Украсть банковскую карту, поехать в ювелирный салон и попытаться купить украшение на 30 тысяч, назвать меня дурой и стервой, примчаться сюда и попытаться на меня наброситься — это у тебя называется глупость? Она была в состоянии аффекта, не контролировала себя. Вадим шагнул к ней, его руки сжались в кулаки. «Ты же ее знаешь». Да, она вспыльчивая, импульсивная, но она не монстр. В глубине души она добрая. «Нет», — Маша покачала головой, и в ее глазах не было ни капли снисхождения. «Она, может, и не монстр, но она взрослая женщина, которая украла у меня, которая угрожала мне, которая попыталась меня ударить. И это факты. И за это ты хочешь, чтобы она получила судимость? Чтобы это пятно осталось с ней навсегда?» Его голос сорвался на крик. «Я хочу, чтобы она понесла ответственность за свои действия». Маша выпрямилась во весь рост, и ее спокойная уверенность была сильнее любой истерики. Чтобы она, наконец, поняла, что нельзя безнаказанно воровать и угрожать людям, даже если эти люди — члены ее собственной семьи. «Семьи?» — Вадим горько усмехнулся. «О какой семье ты говоришь? Ты же сама все разделила. Квартира твоя, деньги твои, все строго раздельно. Ты даже не считаешь нас по-настоящему семьей. Такую форму совместной жизни предложил и согласовал именно ты», — холодно напомнила ему Маша. «Я лишь приняла твои условия». «Я думал, это временно». Он повысил голос, в его глазах плескалось отчаяние. «Я думал, со временем мы объединим счета, может, переоформим квартиру на двоих. А оказывается, ты держишь меня на расстоянии вытянутой руки, как временного постояльца. Никто тебя здесь не держит против твоей воли». Голос Маши был стальным. «Ты здесь, потому что сам этого захотел. По собственному желанию». Он язвительно кивнул. «Понятно. Значит, если я не согласен с твоими правилами, я могу просто уйти. Так? Можешь». Вадим уставился на нее долгим, испытующим взглядом, будто впервые видя ее настоящую. Ты это серьезно? Абсолютно. Он молчал, переваривая ее слова, ища в них слабину, но не находя. «А если я скажу, что уйду? Если ты не заберешь заявление?» Это была его последняя, отчаянная ставка. Маша лишь пожала плечами. И в этом жесте была не бравада, а глубокая, неизбывная усталость. «Это твой выбор». «Мой выбор», — он с горечью повторил ее слова. «Между правдой и ложью», — тихо, но четко поправила Маша. «Твоя мать украла. Это факт.
Я защищаю свои права. Это тоже факт. Тебе решать, на чьей стороне в этой истории ты хочешь оказаться. Вадим снова зашагал по комнате. Остановился у темного окна, за которым горели огни чужого города. «Знаешь, что еще мне сказал следователь?» — произнес он, глядя в ночь. Он спросил, «У вашей матери есть судимости?» Я говорю, «Нет, конечно». А он, «А проблемы с законом были раньше?» Я, «Никогда в жизни». Вадим обернулся, и его лицо было искажено мучительным прозрением. И тогда он кивнул и сказал, «Странно. Обычно люди, которые воруют в первый раз, хотя бы испытывают стыд. Краснеют, запинаются, пытаются оправдаться. А ваша мать, она вела себя так, будто это ее законное право. Требовала, кричала, утверждала, что имеет право распоряжаться чужими деньгами». Маша слушала, не прерывая, чувствуя, как в воздухе что-то меняется. И потом он сказал, голос Вадима дрогнул, что таких людей нужно останавливать, потому что иначе они решат, что им все сходит с рук, и будут делать это снова и снова, по нарастающей. Он сделал шаг навстречу Маше, и в его взгляде уже не было прежнего обвинения, лишь тяжелое, выстраданное понимание. Я думал об этом всю дорогу домой и понял, черт возьми, он прав. Маша медленно, очень глубоко выдохнула, впервые за весь этот бесконечный, изматывающий вечер. «Моя мать всегда так себя вела». Вадим говорил медленно, с трудом подбирая слова, будто впервые озвучивал эту горькую правду. Когда я был маленьким, она запросто могла взять деньги из кошелька отца, не спросив, и купить себе какую-нибудь безделуху. Отец возмущался, кричал, а она в ответ с улыбкой говорила, «Мы же семья, у нас все общее». И он всегда сдавался. Всегда. Он прошел к дивану и тяжело опустился, уставившись в пространство перед собой. Когда я вырос и начал зарабатывать, она перенесла эту привычку на меня. Могла взять деньги из моего кошелька, если они лежали на виду, или просить перевести ей на мелочь, а потом оказывалось, что она купила дорогую кофту или очередную вазу. Я пытался сопротивляться, возмущался, а она смотрела на меня укоризненно и говорила, «Ты мне должен, сынок. Я тебя родила, вырастила, на ноги поставила». И я сдавался, потому что она моя мать. Как можно отказать матери? Маша села в кресло напротив, не сводя с него взгляда, слушая это мучительное признание. Когда мы поженились, он посмотрел на нее, и в его глазах читалась вина. Я наивно думал, что она успокоится, что появилась ты, наш собственный дом, и она поймет, что здесь действуют другие правила, другие границы. Но нет. Она начала вести себя так же и с тобой. Сначала это были мелочи. Могла взять твой крем или твои конфеты без спроса, потом включить телевизор в твоем кабинете, когда ты работала. Потом полезла в твои документы. А теперь вот украла карту. Он с силой провел ладонями по лицу, словно пытаясь стереть с себя груз прошлых лет. И знаешь, что самое ужасное? Я всегда ее защищал. Всегда находил оправдание. Она не со зла. Она просто такая. Она не понимает. Но сегодня, когда этот следователь, абсолютно посторонний человек, сказал эту фразу, что таких людей нужно останавливать, у меня будто пелена с глаз упала. И я понял, если я не остановлю ее сейчас, она не остановится никогда. Она будет считать, что имеет право на все, что принадлежит нам, до конца своих дней. Маша молчала, давая ему высказаться, давая этой ране очиститься. «Я не хочу, чтобы у моей матери была судимость». Его голос дрогнул. «Боже, я не хочу этого всем сердцем, но я понимаю. Она это заслужила. Своими руками. И если это единственный способ, единственный шанс научить ее уважать чужие границы и чужие вещи, тогда пусть будет так. Пусть столкнется с последствиями». Маша почувствовала, как что-то ледяное и тяжелое внутри нее начало таять. Впервые за 3 года брака Вадим не просто услышал ее, он встал на ее сторону против собственной матери. Не как покорный сын, а как взрослый мужчина, способный на объективность. «Спасибо», — тихо сказала она. «За что?»
Он удивленно поднял на нее взгляд. За то, что наконец-то услышал меня. Не как скандальную невестку, а как человека, чьи права были грубо нарушены. Вадим с трудом кивнул. «Я должен был услышать тебя гораздо раньше. Прости меня. Прости за все эти годы молчаливого одобрения ее поступков». Они сидели в тишине несколько минут. И эта тишина была уже не враждебной, а скорее уставшей, исцеляющей. Потом Вадим спросил, что будет дальше с матерью? Дальше ей придется пройти через всю процедуру. Маша пожала плечами. Протоколы, возможно, суд, приговор. Скорее всего, учитывая сумму и отсутствие судимостей, все граничится крупным штрафом и исправительными работами. Возможен условный срок, но это уже не в нашей власти. А мы... Вадим посмотрел на нее, и в его взгляде читалась неуверенность и надежда одновременно. Что будет с нами? Маша глубоко вздохнула. «Не знаю», — честно призналась она. «Это теперь зависит от тебя». «От меня?» «Да. Ты действительно готов принять правила этого дома? То, что у нас раздельный бюджет и раздельная собственность. Что я не обязана по первому требованию финансировать твою мать. Что у меня, как и у любого человека, есть личные границы, которые нельзя безнаказанно переступать. Готов ли ты к этому не на словах, а на деле?» Вадим помолчал, обдумывая ее слова, взвешивая их, как будто от его ответа зависела вся его дальнейшая жизнь. «Да», — сказал он наконец, и в его голосе прозвучала решимость. «Готов. Даже если твоя мать будет давить на тебя, обвинять, говорить, что я плохая жена, которая разлучила сына с матерью. Даже тогда...» — Вадим встал и подошел к ней. Я устал быть ее защитником. Я хочу научиться защищать тебя, нашу семью. Какую бы форму она ни приняла». Маша посмотрела на него снизу вверх, ища в его глазах хоть каплю фальши. «Ты уверен? Это серьезно? «Абсолютно». Она поднялась с кресла и обняла его. Вадим прижал ее к себе, и его объятия были крепкими, почти отчаянными, будто он боялся ее отпустить. «Прости, что не услышал тебя раньше», — прошептал он ей в волосы. «Прости, что все эти годы был слеп и всегда вставал на ее сторону, а не на твою». «Ладно», — тихо ответила Маша, закрывая глаза. Впервые за долгое время в его объятиях она чувствовала не напряжение, а опору. «Главное, что сейчас ты здесь, что ты понял». Они стояли так несколько минут, в тишине, нарушаемой лишь их дыханием. Потом Вадим осторожно отстранился. «Мне нужно позвонить матери», — сказал он твердо. «Сказать ей, что я на твоей стороне, что решение принято». «Ты уверен, что хочешь сделать это сейчас?» — спросила Маша. «Да. Иначе я снова могу передумать, испугаться. Нужно сделать это сейчас». Он достал телефон, нашел номер в списке контактов и набрал его, включив громкую связь. Трубку взяли почти сразу. «Сынок», — послышался заплаканный, истеричный голос Ларисы Ивановны. «Ты где? Ты уже едешь меня забирать? Скажи, что едешь». «Нет, мама». Голос Вадима был ровным и не допускающим возражений. «Я не поеду тебя забирать». В трубке воцарилась гробовая тишина. А затем... «Что? Что значит «не поедешь»?» «Значит, что ты останешься там до завтра. Потом будут оформлять все документы, будет суд, и ты понесешь ответственность за то, что совершила. За кражу и за угрозы». «Что я совершила?» Лариса Ивановна взвизгнула. «Я ничего не совершала. Я просто хотела купить себе браслет. Всего-то. Красивый золотой браслет. Разве я не заслужила за всю свою жизнь хоть немного красивого?» «Ты украла чужую банковскую карту». Вадим не повышал голоса, но каждое его слово било наотмашь, как молоток судьи. «Это не взять, не одолжить. Это уголовное преступление, мама. И карта эта принадлежит не абстрактной семье. Это карта моей жены, твоей невестки. И да, у нас раздельный бюджет. Это ее личные деньги. И ты не имела ни малейшего морального, а тем более юридического права прикасаться к ним». «Раздельный бюджет!» — свекровь захохотала в трубку, и ее смех был похож на предсмертный хрип. «Да она тебя за человека не считает.
Держит на коротком поводке, как прислугу, и ты еще радуешься. Она держит меня как мужа и партнера. Вадим посмотрел на Машу, и в его взгляде читалось нечто новое — уважение и твердое доверие. А ты, мама, переступила все мыслимые границы. Ты повела себя не как мать, а как обычная преступница. Какую еще черту? Я твоя мать. Вся твоя жизнь — это моя заслуга. Ее голос сорвался на визг. Ты украла у моей жены, оскорбила ее, пыталась на нее напасть. Вадим говорил, не скрывая больше горького разочарования. Разве настоящая мать способна на такое? Нет. Твое поведение — это поведение человека, который считает, что ему все дозволено. Лариса Ивановна на другом конце провода замолчала. И эту тишину разорвали внезапные, тяжелые рыдания. Ты встал на ее сторону? Против родной матери? Я встал на сторону правды и закона. Его голос стал жестким, как сталь. И если ты до сих пор не понимаешь, что совершила настоящее преступление, значит, тебе действительно необходим этот горький урок, чтобы, наконец, остановиться. «Урок?» — свекровь взвыла. «Ты хочешь, чтобы у твоей матери была судимость? Чтобы я стала преступницей? Я хочу, чтобы ты поняла раз и навсегда, что нельзя воровать и угрожать людям». Без тени сомнения произнес Вадим. «Людям. А Маша не просто люди. Это моя жена, человек, которого я люблю. И ты на нее напала. Понимаешь? Напала. Я тебя ненавижу!» — закричала Лариса Ивановна. Ее рыдания перешли в истерику. «Ты предатель, плохой сын. Я тебя проклинаю». «Может быть». Вадим пожал плечами, и в этом жесте было странное облегчение. «Но сегодня я стараюсь быть хорошим мужем. И для меня сейчас это гораздо важнее». Он положил трубку, не дожидаясь новых оскорблений. Маша смотрела на него с нескрываемым изумлением. «Ты действительно это сделал?» — прошептала она. «Сказал ей все это в лицо?» «Да», — кивнул Вадим. Его лицо было бледным, но глаза горели решимостью. «И знаешь что? Мне стало легче. Как будто гирю с души снял». Он снова обнял ее, и на этот раз его объятия были не отчаянными, а твердыми, уверенными. Всю свою жизнь я чувствовал перед ней вину. Мне казалось, я вечно должен, вечно недостаточно помогаю, недостаточно хорош, как сын. А сегодня я понял, это она меня использовала. Всю мою жизнь. Маша прижалась к его груди, слушая ровный стук его сердца. Что будет с ней дальше? Не знаю, Вадим тяжело вздохнул. Скорее всего, будет штраф, возможно, условный срок. Но это теперь ее проблема, а не наша. Ее ответственность. А если она будет звонить? Давить на тебя, манипулировать? Не буду брать трубку. Или возьму и повторю то, что сказал только что. Границы обозначены. Точка. Маша не смогла сдержать слабую, но искреннюю улыбку. «Ты изменился?» «Нет», — покачал головой Вадим. «Я просто наконец-то открыл глаза. Перестал бояться». На следующий день Маша пошла на работу, как обычно. За кофе с Ириной она коротко, без лишних драматических подробностей, рассказала о развязке истории. «Ничего себе!» — воскликнула подруга. Ее глаза стали круглыми от изумления. «Маш, да ты просто героиня! Настоящая!» «Я просто защищала себя и свой дом», — пожала плечами Маша. «Больше ничего». «Нет, ты сделала больше», — покачала головой Ирина. «Ты показала всем, и в первую очередь самой себе, что ты не позволишь собой пользоваться, что у тебя есть внутренний стержень, и ты готова за него бороться. Это дорогого стоит». «Спасибо», — тихо сказала Маша. «А Вадим?» — Ирина прищурилась. «Он и впрямь встал на твою сторону?» «Не поверю». «Да», — позвонил ей и прямо сказал, что она совершила преступление, и что он на моей стороне. Без всяких «но» и «может быть». «Ого!» — Ирина присвистнула. «Значит, не такой уж он и безнадежный маменькин сынок? В нем есть надежда?» «Может быть», — усмехнулась Маша. «Время покажет». Через неделю состоялся суд. Ларису Ивановну признали виновной по статьям о краже и угрозах. Суд назначил наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей и исправительных работ сроком на 6 месяцев.
Судимость была условной. Свекровь стояла в зале суда, вытянувшись в стромку. Ее лицо пылало от злости и унижения. Когда судья огласил приговор, ее взгляд, полный немой, животной ненависти, нашел Машу в толпе. «Ты пожалеешь», — прошипела она, едва их взгляды встретились. «Обязательно пожалеешь. Это еще не конец». Маша ничего не ответила. Она просто спокойно развернулась и вышла из зала суда, не удостоив бывшую свекровь ни словом, ни жестом. В коридоре ее ждал Вадим. «Ну?» — спросил он. «Штраф и исправительные работы», — пожала плечами Маша. «Условная судимость на год». «Она заслужила», — без тени сомнения сказал Вадим и взял ее за руку. Пойдем отсюда, здесь душно». Они вышли из здания суда на улицу. К их удивлению, на улице был ясный, по-настоящему солнечный день. Маша подняла лицо к небу, закрыла глаза, подставив кожу теплым лучам. Все кончено», — тихо сказала она, чувствуя, как последнее напряжение покидает ее тело. «Да», — Вадим обнял ее за плечи, притянув к себе. Все кончено. Вечером они сидели дома, в своей гостиной, пили чай с мятой. Тишина была мирной, привычной. И вдруг Вадим отложил свою кружку. «А ты серьезно собиралась уйти?» — спросил он, глядя на нее поверх пара. «Что?» — Маша подняла на него глаза. «В тот день, когда я вернулся из отделения полиции после первого разговора с матерью, ты собрала сумку. Ты действительно собиралась уйти, если бы я встал на ее сторону?» Маша медленно кивнула, глядя ему прямо в глаза. В ее взгляде не было ни капли упрека, лишь спокойная, выстраданная ясность. «Да, хотела. Была полностью готова к этому». «И куда бы ты пошла?» — спросил он, и в его голосе прозвучала затаённая боль. «К Ирине. В гостиницу. В хостел, в конце концов. Неважно. Главное — не оставаться там, где твои границы не просто нарушают, а втаптывают в грязь. Где тебя не уважают настолько, что позволяют себе воровать у тебя и угрожать тебе». Вадим помолчал, переваривая ее слова. Такие простые и такие безжалостные. «Я боялся тебя потерять», — признался он, и это прозвучало как выдох. В тот момент в отделении, когда следователь сухо перечислял статьи, я вдруг с ужасом понял. Если я сейчас снова встану на сторону матери, если я попытаюсь ее выгородить, ты развернешься и уйдешь. И это будет конец. Наш конец. Окончательный и бесповоротный. «Да», — подтвердила Маша. «Так бы и случилось. Поэтому я и выбрал тебя», — сказал он, глядя на свои руки. Маша внимательно изучила его лицо. «Ты выбрал меня из страха потерять? Или потому что действительно понял, что она была не права, а я права?» Вадим задумался, не стараясь уйти от ответа. «Сначала, честно, из страха. Чистого, животного страха остаться одному в этой пустой квартире, зная, что ты ушла по моей вине. А потом, когда я разговаривал с ней по телефону и слышал эти старые заезженные манипуляции, во мне что-то щелкнуло. Я понял, что это правильно. Что я всю жизнь позволял ей делать со мной и с моими близкими все, что ей вздумается. И что пора, наконец, остановиться. Пора стать взрослым». На губах Маши дрогнула слабая, но теплая улыбка. «Хорошо, что ты это понял. Пусть и через такую боль». «Да», — кивнул Вадим. «Лучше уж поздно, чем никогда». Они допили свой чай в комфортной мирной тишине, которая, наконец, перестала быть напряженной. Потом Вадим снова нарушил молчание. «А что теперь с нами?» «В каком смысле?» «Ты простишь меня? За все эти годы, что я был слеп и защищал ее, а не тебя». Маша задумалась, давая ему понять, что прощение — не дешевая монета. «Прощу», — сказала она наконец. «Но с одним условием». «Каким?» — он насторожился. «Если она обязательно попытается, снова захочет влезть в нашу жизнь, нарушить наши границы, то останавливать ее будешь ты, не я. Ты. Ты будешь тем щитом, который оградит нашу семью от ее токсичности. Ты дашь ей отпор». «Обещаю», — без колебаний ответил Вадим и взял ее руку в свои. Его прикосновение было твердым и надежным.
Больше никогда я не встану на ее сторону против тебя. Никогда. Хорошо. Маша сжала его пальцы в ответном рукопожатии. Тогда ладно. Договорились. Прошло 2 месяца. Лариса Ивановна вернулась в Тулу, чтобы отбывать исправительные работы. Она звонила Вадиму раз в неделю, часто плакала в трубку, жаловалась на тяжелую жизнь, на унижение. Он слушал ее, не перебивая, но и не поддакивая. Спокойно и твердо говорил, что она сама виновата в своих проблемах, и что пока она не осознает этого полностью, ничего не изменится. Маша тем временем официально вступила в новую должность на работе. Зарплата выросла почти вдвое, появились интересные амбициозные проекты. Она снова, с новыми силами начала откладывать деньги на отпуск в Грузию. Вадим тоже не стоял на месте. Он устроился в новую компанию с более высокой зарплатой и однажды вечером за ужином предложил Маше наконец-то объединить их бюджеты. «Давай оставим все как есть», — мягко, но непреклонно сказала она. «Мне так спокойнее, так безопаснее». «Хорошо». Вадим не стал настаивать, приняв ее условия без спора. «Как скажешь». В один из тихих вечеров они сидели на диване, смотрели какой-то незамысловатый фильм, и Вадим вдруг задал неожиданный вопрос. «А ты думала о детях?» Маша оторвала взгляд от экрана и удивленно посмотрела на него. «О детях?» «Да. Хочешь ли ты когда-нибудь стать матерью?» Маша задумалась. Раньше этот вопрос вызывал у нее лишь смутную тревогу. «Не знаю», — честно призналась она. «Раньше я об этом не думала. Была поглощена работой, карьерой, выживанием. А сейчас?» «Сейчас тоже не думаю», — пожала плечами Маша. «Слишком много всего произошло. Слишком много ран, которые нужно залечить. Нам нужно сначала разобраться с нами двоими, построить новые здоровые отношения, а там посмотрим». «Согласен», — кивнул Вадим. «Просто стало интересно, что ты чувствуешь». Они вернулись к фильму, но Маша уже не следила за сюжетом. Мысли ее кружились вокруг его вопроса. Дети, семья, будущее. Раньше она представляла себе нечто традиционное. Муж, жена, дети, общий бюджет, общая квартира, общие цели. Теперь же она понимала, что эта картина ее больше не прельщает. Ей нужно нечто иное. Партнерство, основанное на взаимном уважении, личной свободе и нерушимости границ. И если Вадим готов принять эти правила, принять ее такой, сильной и независимой, тогда у них есть шанс. Если нет, что ж, она справится и одна. Она всегда справлялась. Через полгода Лариса Ивановна закончила исправительные работы. Она позвонила Вадиму и, не жалуясь и не рыдая, попросила его приехать в Тулу. «Мне нужно с тобой серьезно поговорить», — сказала она незнакомым, усталым голосом. Вадим съездил на 1 день. Вернулся поздно вечером, выглядел измотанным. «Ну?» — спросила Маша, встречая его в прихожей. «Как она?» «Постарела», — коротко бросил он, снимая куртку. «Сильно похудела, выглядит потрёпанной. Потеряла свой боевой запал». И что же она так хотела сказать? Вадим прошел в гостиную, тяжело опустился на диван. «Извиниться». Маша недоверчиво подняла брови. «Серьезно?» «Да». Плакала, каялась, говорила, что поняла, что была не права. Что не должна была брать твою карту, что сожалеет о всех тех ужасных словах, что наговорила тебе. Говорила, что исправительные работы были очень тяжелыми, не физически, а морально. Что весь город узнал про ее судимость, что ей невыносимо стыдно смотреть людям в глаза. Маша внимательно смотрела на него, пытаясь прочесть в его глазах не только слова, но и их истинный смысл. «И ты ей поверил?» Вадим замялся, его взгляд стал отсутствующим, будто он вновь переживал тот тяжелый разговор. «Не знаю», — откровенно признался он. «Возможно, в ее раскаянии есть доля правды, и она действительно что-то осознала. А возможно, это лишь новая, более изощренная тактика, чтобы вернуться в нашу жизнь, вернуть себе утраченный контроль». «И что ты ей сказал?» — мягко спросила Маша. «Я сказал, что рад, если она и впрямь поняла свою ошибку. Но твердо добавил, что в нашу квартиру она больше не приедет. Никогда.
Если захочет увидеться, мы можем встретиться в нейтральном месте. В кафе или у нее в Туле». Маша кивнула, и в ее глазах мелькнуло редкое и ценное одобрение. Правильно. Это был единственно верный ответ. Она, конечно, расстроилась. Вадим тяжело вздохнул, вспоминая. Снова начала говорить, что я ее отвергаю, что выбрал жену вместо матери, предал ее. «И ты ответил?» Маша смотрела на него с любопытством. Я сказал, что да, выбрал жену. Потому что моя жена уважает мои границы, а мать нет. И что пока это не изменится, ничего не изменится. На губах Маши появилась легкая, почти невесомая улыбка. «Молодец». Вадим посмотрел на нее с облегчением, которое, казалось, разгладило все морщины на его лице. Знаешь, я думал, что буду мучиться чувством вины, что буду корить себя за эти слова. Но нет. Я чувствую только одно — огромное, всеобъемлющее облегчение. Как будто сбросил с плеч многопудовый груз, который таскал всю свою сознательную жизнь. «Это очень хорошо». Маша присела рядом с ним на диван, ощущая тепло его тела. «Значит, ты принял не просто правильное, а единственно верное для нас решение». Они сидели в тишине, и эта тишина была наполнена не недосказанностью, а миром. Потом Вадим нарушил ее, задав вопрос, который, видимо, давно его беспокоил. «А ты простила ее? Маша не стала торопиться с ответом. Она задумалась, заглядывая вглубь себя. «Нет», — сказала она, наконец, с предельной, почти жестокой честностью. «Не простила. И не собираюсь». «Почему?» В его голосе не было упрека, лишь желание понять. «Потому что она не изменилась, Вадим. Не обманывайся. Она просто испугалась последствий, испугалась суда, штрафа, исправительных работ, позора. Если бы не этот горький урок, она бы продолжала вести себя точно так же, как и раньше. Ее раскаяние — это не осознание вины, а страх перед наказанием. А это две большие разницы». «Может, ты и права», — Вадим кивнул, смиряясь с этой горькой правдой. «Но все таки она моя мать». «Да». Маша взяла его руку в свои, и ее прикосновение было одновременно мягким и твердым. «И ты можешь с ней общаться. Можешь навещать ее, помогать ей финансово, если сочтешь нужным. Это твое право и твой выбор. Но в мою жизнь, в наш с тобой дом, она не войдет. Никогда». Вадим сжал ее пальцы в ответ, и в его рукопожатии была вся твердость принятого решения. «Понимаю. И принимаю. Безоговорочно». Прошел год. Год спокойной и упорядоченной жизни. Маша полностью влилась в роль руководителя отдела, находя в работе не только вызов, но и глубокое удовлетворение. Вадим тоже не стоял на месте, получив долгожданное повышение. На общие деньги они купили машину, и Маша без раздумий согласилась оформить ее на двоих. Этот шаг стал для них символом нового, зрелого доверия. Лариса Ивановна звонила сыну раз в месяц. Их разговоры были короткими и сдержанными. Вадим ездил к ней в Тулу дважды в год, на день рождения и на Новый год. Маша не присоединялась никогда, ее границы оставались нерушимыми. Однажды вечером Вадим вернулся домой с огромным, изысканным букетом ирисов и фрезий. «Что это?» Маша удивленно подняла брови, принимая душистую ношу. «Годовщина». Вадим улыбнулся своей новой, спокойной улыбкой, в которой не было и тени прежней напряженности. «Годовщина чего? У нас нет сегодня». «Год с того дня, как ты вызвала полицию на мою мать», — пояснил он. Маша рассмеялась, чистым, легким смехом, который редко можно было от нее услышать. «Странная, надо сказать, годовщина для празднования». «Но очень важная», — Вадим стал серьезнее. «В тот день я увидел тебя настоящую. Увидел, что ты не из тех, кто годами молча копит обиды и прогибается под обстоятельствами. Что ты обладаешь карадж, мужеством защищать себя, какие бы последствия это ни сулило. И знаешь, я влюбился в тебя заново, в эту сильную, принципиальную женщину». Маша взяла букет, прижала к нему лицо, вдыхая свежий прохладный аромат. «Спасибо», — прошептала она, и голос ее дрогнул от нахлынувших чувств. «Нет, это я должен сказать тебе спасибо». Он обнял ее, и в его объятиях была вся нежность и благодарность мира.
Спасибо за то, что не ушла тогда. За то, что дала мне шанс, последний шанс, очнуться и измениться. Стать лучше, стать достойным тебя». Маша прижалась к его груди, слушая знакомый, успокаивающий стук его сердца. «Ты этого заслужил», — тихо сказала она. «Ты сделал правильный выбор». Они стояли так посреди прихожей, в лучах заходящего солнца, окрашивавших стены в золотистые тона. И Маша думала о причудливой извилистости жизни. Иногда нужно пройти через самое темное, чтобы выйти к свету. Нужно быть готовым потерять все, что тебе дорого, чтобы обрести нечто по-настоящему ценное — самоуважение и свободу. Она не из тех, кто терпит, она из тех, кто действует. И это качество, эта внутренняя сталь, в конечном счете спасла не только ее, но и их обоих, дав им второй шанс на любовь, построенную не на долгие привычки, а на уважении и личном выборе. А Лариса Ивановна? Что ж, она получила по заслугам. Не месть, не жестокость, а холодную безличную справедливость, которую вершил не человек, а закон. И в этом был высший, неоспоримый смысл. Маша улыбнулась, закрыла глаза и полностью отдалась моменту, этому тихому, совершенному счастью. У нее было все, о чем она могла мечтать: блистательная карьера, любящий и сильный партнер, взаимное уважение и драгоценная, ничем не ограниченная свобода быть собой. И она знала, как железное правило жизни: никто и никогда больше не посмеет переступить ее границы. Потому что она, Маша, больше никогда этого не позволит. Спасибо, что были с нами до конца этой непростой истории. А как бы вы поступили на месте Маши? Делитесь своими мыслями в комментариях. Нам очень важно ваше мнение. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы не пропустить новые истории. До новых встреч!